Он не спеша приготовил ей лекарство и дал его, сказав, чтобы она была осторожна, потому что оно может быть горячим. Козы за дверью просили их покормить, и он не сказал маме, что собирается отвезти их в долину, чтобы они поели травы. Он заметил, что она беспокоится, и пообещал, что не уйдет далеко от дома. Он пообещал, что позже принесет диких кроликов, орехи и семена, чтобы они могли приготовить кроличий суп на ужин. Мама позвала его и вытерла ему испачканное лицо, извиняясь, что не может помочь ему по дому из-за своего состояния, и попросила его жить полной жизнью. Вечером Нора приготовила кроличий суп и отнесла тарелку маме. Он подошел к ее кровати и позвал ее, но она не ответила. Он испугался, позвал ее, чтобы она проснулась, но она не пошевелилась. На следующий день он похоронил ее во дворе рядом с могилой отца, положив цветы на надгробие. Он плакал, оплакивая ее, но вдруг вытер слезы и собрался с силами. С этого дня Нора начал сам заботиться о себе, о ферме и охотиться, чтобы добыть еду. Он ухаживал за домашними животными, продавал их молочные продукты на деревенском рынке. Он читал книги, чтобы больше узнать о мире и обо всем, что в нем есть. Он рубил деревья в лесу и колол дрова. Он ходил на рыбалку. Он был таким умелым, что мог поймать рыбу голыми руками. Хотя он и не мог сам о себе позаботиться, он был одинок, потому что жил один в доме. Однажды он потянулся за книгой на верхней полке, но, взяв ее, вдруг потерял равновесие и упал. Он читал книгу до поздней ночи, и это напомнило ему, как отец рассказывал ему перед сном историю об одном путешественнике. Его отец рассказывал ему о путешественнике, который с помощью друзей победил дракона и научился волшебным заклинаниям у старого колдуна. Они вылечили лес от болезней и получили эликсир жизни, который исцелял все болезни. Нору было очень интересно слушать, как его отец рассказывал, что путешественник и его друзья всегда поднимали свои мечи, чтобы сражаться со злом ради других людей, независимо от того, насколько тяжелой была ситуация. Нору не терпелось услышать эту историю, и отец с радостью согласился. Нору посмотрел на книгу о путешественнике и вспомнил слова матери, которая говорила ему, что он должен жить по своим правилам. На следующий день, покормив животных на ферме, он пошел к родителям и сказал, что впервые уезжает из города. Он рассказал им о своей мечте стать путешественником и попрощался с ними, пока не вернется. Он шел через лес, пока не дошел до границы. Вдруг он забеспокоился, но собрался с духом и прошел через границу, не оглядываясь. Ночью Нору развел костер, чтобы согреться, но вдруг испугался, услышав, как в ночном небе раздался крик монстра. Нора кое-как пережил эту ночь и продолжил свой путь на следующее утро. Он идет через лес и с удивлением замечает, что оказался у обрыва, с которого открывается вид на королевскую столицу. Он смотрит на город и спускается к главным воротам, где спрашивает дорогу у стражников, а затем идет в столицу, любуясь всем, от зданий до красивых террас. Он никогда раньше не видел столько людей, занятых своими повседневными делами. Он осматривается, пока идет по городу к гильдии. Он замечает идущего навстречу искателя приключений, и его глаза загораются восхищением, еще больше укрепляя его желание стать искателем приключений. Нора приходит в гильдию и подходит к стойке регистрации. Администратор говорит ему, что в гильдии не место для детей, но Нора отвечает, что хочет стать искателем приключений. Администратор говорит, что Нора только заставит своих родителей беспокоиться о его безопасности, но Нора сообщает, что он сирота. Администратор понимает, что у него нет выбора, поэтому он советует Норе пойти в королевскую школу для обучения. Администратор советует ему сначала освоить навыки владения мечом или магией, прежде чем его определят в подходящий ранг, и Нора сразу же направляется к дому мастера меча, вспомнив, как герои в книге одним ударом меча убили дракона. Он приходит к дому мастера меча и записывается в ученики. Он присоединяется к другим ученикам, чтобы потренироваться, когда один из учеников роняет меч. Мастер меча одобрительно кивает, и ученик радуется, что стал выпускником. Но продолжает тренироваться с мечом, но спустя несколько месяцев все еще не может добиться никакого эффекта. Мастер меча говорит ему, что он зря тратит время и советует выбрать другую профессию, потому что за месяцы тренировок Нору удалось только парировать удар мечом. Он предлагает Нору пойти в другую школу, и Нору неохотно соглашается. Он идет в школу боевых искусств, чтобы отточить свои боевые навыки, и начинает тренироваться вместе с другими учениками. Спустя несколько месяцев, несмотря на его старания, учитель говорит ему, что он не может продолжать обучение,
потому что Нору удалось лишь немного улучшить свои навыки. Мастер не хотел, чтобы у него были проблемы, поэтому посоветовал Нору попробовать другую школу. Нору отправляется в школу охотников, но его исключают, потому что он не может обращаться с оружием. Затем он идет в школу воров, но спустя несколько месяцев его выгоняют, потому что у него нет навыков, необходимых для шпионажа. Он отправляется в школу магии, но маг выгоняет его после нескольких месяцев обучения, потому что все, что он смог наколдовать, это слабое пламя. Маг был удивлен, что Нору так не везет с магией, потому что никогда не видел никого похожего. Нору отправляется в школу жрецов, но главный жрец отказывает ему, несмотря на то, что его слабое исцеление впечатляет. Нору уходит в расстроенных чувствах и возвращается к секретарю с новостью, что он не смог освоить навык. Администратор удивился, что Нору не удалось освоить ни одного навыка, хотя он проучился в каждой школе по 3 месяца. Нору вышел из здания гильдии с поникшей головой, когда администратор сказал ему, что он не может стать искателем приключений. Нору был разочарован, что он не вундеркинд, и вернулся домой, чтобы сказать родителям, что у него нет никаких талантов. Он решил тренироваться самостоятельно и освоить какие-нибудь навыки. Он вспомнил совет своего учителя фехтования, который говорил, что нужно тренироваться, пока не овладеешь навыком. Нору продолжал тренироваться в парировании, единственном навыке, который он освоил. Он тренировался каждый день с деревянным мечом, и через год он уже мог парировать 10 мечей одновременно. Через 3 года он уже мог парировать 100 мечей за один выдох, но новых навыков у него не появилось. Он продолжал тренироваться, хотя понимал, что его мечта стать искателем приключений несбыточна. Он продолжал тренироваться, хотя и не добивался успехов в других навыках. Он продолжал тренироваться, пока меч не сломался у него в руках. Он поклялся, что будет стараться еще больше и тренироваться усерднее, пока не станет сильнее. Спустя больше 10 лет тренировок Нору мог парировать больше 1000 деревянных мечей за один выдох, но новых навыков у него не появилось. На следующий день он решил в последний раз попытать счастье и отправился в гильдию в столице королевства. Он указал свои навыки в анкете, но новый администратор не был уверен в его способностях, потому что у него был только один полезный навык. Администратор предлагает Норе пройти обучение в столичных школах, но говорит, что уже знает об этих школах, потому что сам там учился. Администратор удивлен, что несмотря на обучение, Нора все еще не умеет ничего делать. Администратор сообщает, что Нора не может зарегистрироваться, потому что не соответствует требованиям, и спрашивает, нет ли другого способа. Вдруг выходит старый администратор и говорит Норе, чтобы она не приставала к его новому сотруднику. Нора здоровается со старым администратором, и тот вспоминает, что видел Нору несколько лет назад. Они разговаривают за чашкой чая, и Нора рассказывает старому администратору, что несмотря на обучение, так и не научилась ничему новому. Администратор говорит, что для получения ранга Е, самого низкого из возможных, нужно обладать хотя бы одним навыком. Нора смиряется с тем, что ничего не может сделать, и отказывается от своей мечты. Старый администратор рассказывает Норе о ранге F, на который он может претендовать, если выполнит определенные условия. Условия запрещают ему брать задания или собирать материалы за пределами города. Он говорит, что может выполнять только мелкие поручения в городе. Старый администратор считает, что эта работа не стоит таких усилий, но, к его удивлению, Нора сразу соглашается и регистрируется как искатель приключений ранга F. Администратор вручает ему лицензию. Нора с радостью принимает лицензию и ходит по городу, выполняя мелкие поручения жителей столицы, используя свои низкоуровневые магические заклинания, чтобы легко справляться с заданиями. В свободное время он продолжает оттачивать свои навыки и пробует другие, более простые навыки, чтобы порадовать детей в столице. Нор был рад, что наконец-то осуществил свою мечту стать искателем приключений и приносить пользу людям. Он с гордостью смотрит на свою лицензию и решает не стремиться к высоким званиям, потому что это было бы ему не по силам. Нор усердно берется за любую работу в городе, чтобы заработать на жизнь. Он помогает бабушке Стелле прочистить канализацию, и она благодарит его за это, надеясь, что когда-нибудь они снова встретятся. Нор отправляется на стройку, где он перекладывает кирпичей в 10 раз больше, чем остальные рабочие. После рабочего дня работодатель отдает ему зарплату, поблагодарив за помощь в соблюдении графика строительства. Нор рад помочь, но его отвлекает свет, исходящий из пещеры. Вдруг он слышит крик о помощи и без колебаний бросается в пещеру. Он прибегает на место и видит группу рыцарей, которые пытаются защитить маленькую девочку от огромного монстра Минотавра. Нор не может поверить, что такие монстры существуют на самом деле. Рыцари пытаются защитить девочку, но Минотавр одним ударом топора убивает их предводителя. Нор подбегает к нему и пытается помочь, но понимает, что не может ничего сделать. Остальные рыцари в ярости и пытаются отомстить за своего павшего лидера, но их ждет та же участь.
Девочка остается на растерзание Минотавру, но Нор внезапно приходит в себя. Он использует свой навык метания камней, чтобы привлечь внимание Минотавра к себе. Минотавр приходит в ярость и бросается на него. Нор убегает, заставляя Минотавра преследовать его, но внезапно останавливается. Когда Минотавр попытался ударить его, Ноор использовал свой навык Перри, и Минотавр отлетел в сторону. Минотавр поднялся на ноги и снова бросился на Ноора, но тот продолжал отражать его удары, хотя его меч начал ломаться, и он едва сдерживал натиск Минотавра. Ноор пытался найти подходящий момент для контратаки, но понимал, что не сможет победить Минотавра, потому что у него не было атакующих навыков. Минотавр переключил свое внимание на девушку и попытался схватить ее, но Ноор использовал свой навык движения, чтобы сократить расстояние и отразить удар. Меч Ноора сломался, но он не отступил, решив защитить испуганную девушку, даже если он не сможет стать искателем приключений. Он вспомнил историю своего отца о том, как искатели приключений всегда поднимали свои мечи, чтобы противостоять злу ради своих друзей. Минотавр снова ударил изо всех сил, но Ноор отразил удар сломанным мечом, и топор Минотавра отлетел в сторону, а голова слетела с плеч. Ноор был разочарован тем, что едва выжил в схватке с Минотавром, и понял, что он недостаточно силен, чтобы стать искателем приключений. Меч рассыпался на куски в его руках, но девушка поблагодарила его за то, что он защитил ее от Минотавра. Принцесса Линдберг спросила, как его зовут, но он ответил, что это не важно, и ушел. К принцессе подбежали другие рыцари, радуясь, что она цела и невредима. Ноор вернулся в столицу. Оправившись от схватки с Минотавром, он не мог поверить, что ему было так трудно победить обычного бродячего быка. Он решил тренироваться еще больше и стать сильнее. Рыцари расчищают место битвы, восстанавливая поврежденные здания. Тела погибших накрывают одеялом, а принцесса Линдберг читает молитву об их уходе. Сопровождающий ее внезапно подбегает к ней, потому что она беспокоится, что принцесса ранена, но принцесса Линдберг заверяет ее, что с ней все в порядке. Инис сожалеет, что не сопровождает ее, но принцесса говорит ей, что ей не нужен эскорт, когда она отправляется на судебное разбирательство за право на трон. Она напоминает Анне, что именно она настояла на таких условиях проведения испытаний и просит ее не корить себя за это. Она извиняется за то, что заставила ее беспокоиться о своей безопасности. К ним подходит лорд Далкин и говорит, чтобы они возвращались в замок, потому что лорд Рейн хочет получить аудиенцию. Принцесса Линдберг возвращается в замок вместе с лордом Далкином, который представляет отчет лорду Райну. Лорд Рейн удивлен присутствием Минотавра в Каде, потому что они обитают только в самой глубокой части подземного мира. Он выясняет, что кто-то вызвал Минотавра из подземного мира, и лорд Далкин говорит ему, что Минотавр был вызван кольцом, обнаруженным на пальце одного из торговцев. Волшебный камень на кольце был такого высокого качества, что его было почти невозможно достать ни на одном рынке. Лорд Рейн не был уверен, что за появлением Минотавра стоит богатая семья, потому что им было бы трудно заманить монстра в ловушку на кольце. Он говорит лорду Рейну, что Аукин пришел к выводу, что кольцо принадлежит королевству Дерида из-за встроенного герба. Лорд Рейн не удивлен, потому что Дерида всегда искал способы ослабить их, чтобы он мог захватить их своими силами. Лорд Рейн говорит Далкину, что им нужно быть осторожными, потому что Дерида оставил свой герб, чтобы они знали, что это был он. Лорд Рейн понимает, что правитель надеялся на полномасштабную войну между ними, чтобы они наконец смогли заполучить реликвии подземелья заблудших, очень важный ресурс. Лорд Рейн вздыхает, вспоминая отчет о человеке, который спас принцессу. Он рассказывает, как этот человек за несколько секунд победил Минотавра, используя только меч. Далкин вспоминает, что стражники сказали ему, что этот человек исчез до того, как они его увидели. Рейн хочет узнать, кто этот таинственный человек, и расспрашивает о нем. На следующее утро Нор возвращается в гильдию, и старый администратор удивляется, что он еще жив. Нор не понимает, почему тот так удивлен, и старик рассказывает о том, что произошло накануне вечером, когда у входа в подземелье появилось чудовище. Старик решил, что Нор не пострадал, потому что слышал, что чудовище появилось возле строительной площадки, где он работал. Он говорит, что его опасения усилились, когда он не увидел Нору в гильдии после того, как все случилось. Нор извиняется за то, что доставил старику неприятности. Он объясняет, что прошлой ночью за ним следили какие-то подозрительные типы, поэтому он пошел домой. Старик говорит, что ему повезло, что он не столкнулся с чудовищем. В свое время старик был опытным искателем приключений, но знал, что стал бы жертвой Минотавра. Нор удивляется, что Минотавр такой сильный, но радуется, что столкнулся всего лишь с обычной коровой с топором. Нор спрашивает старика, что случилось с чудовищем.
Старик говорит, что вчерашний незнакомец убил монстра одним ударом. Он не может поверить, что некоторые люди настолько сильны. Старик платит ему за работу и спрашивает, не хочет ли он найти нормальную работу, но тот отвечает, что ему нравится быть искателем приключений. Старик говорит, что он мог бы зарабатывать больше денег, не отдавая процент гильдии, если бы устроился на нормальную работу. Внезапно позади Ноора появляется принцесса. Она рада, что нашла его. Она снимает маску, и Ноор узнает ее. Она говорит, что нашла его с помощью магии дальнего действия, и Ноор думает, что она искательница приключений класса маг. Она говорит, что она маг, но знает все 6 систем навыков. Ноор впечатлен, но она говорит, что в этом нет ничего особенного, потому что она знает только основы и стесняется этого. Ноор не понимает, почему она стесняется, когда замечает, что ее появление привлекло внимание других искателей приключений в гильдии. Старик внезапно хватает Ноора и спрашивает, чем он обидел принцессу, но Ноор говорит, что ничего такого не делал. Она говорит, что никто не подслушает их разговор, потому что она использует скрытность и звукоизоляцию. Ноор спрашивает совета у старика, и тот говорит ему идти с принцессой, но не делать больше ошибок. Ноор выходит вслед за принцессой, не понимая, что имел в виду старик. Принцесса проходит мимо охранников, которые не могут найти вчерашнего незнакомца. Нора не говорит принцессе, что они искали кого-то, но она просит его не беспокоиться, потому что их никто не видел. Они добираются до укромного места, и принцесса останавливается, чтобы поблагодарить Нору за спасение ее жизни прошлой ночью. Она говорит, что он спас не только ее, но и многих других, убив монстра, но Нора отвечает, что это преувеличение. Он извиняется за то, что вмешался в ее бой, потому что был уверен, что она справится с Минотавром своими выдающимися навыками. Принцесса говорит, что это не так, потому что она не знает, чем бы все закончилось, если бы он не вмешался. Нора принимает ее благодарность, но говорит, что хочет отблагодарить его чем-то, чтобы выразить свою признательность. Нора отвечает, что ему ничего не нужно, потому что его благодарности было достаточно, но она настаивает на том, что должна его отблагодарить. Она говорит, что ее отец тоже хотел бы встретиться с ним и поблагодарить его, но Нора отказывается, потому что его устраивает благодарность принцессы. Она спрашивает, не нужна ли ему помощь, но он отвечает, что в его жизни все прекрасно. Она говорит, что ее отец мог бы помочь ему получить какую-нибудь территорию, но он отвечает, что у него есть все, что ему нужно. Принцесса вдруг начинает плакать и говорит Норе, что он должен принять все, что она ему даст, чтобы выразить свою благодарность. Она говорит, что не сдвинется с места, пока он не примет ее благодарность, и это напоминает ему о том, как он стоял у дверей священника, пока его не обучили. Он сочувствует принцессе и соглашается встретиться с ее отцом, только если они не будут делать ничего экстравагантного. Она рада, что он согласился, и велит ему следовать за ней. Это его удивляет, потому что он не думал, что ему придется сразу же встретиться с ее отцом. Она говорит, что не хочет, чтобы их кто-нибудь заметил, и использует магию скрытности и маскировки, чтобы скрыть их присутствие. Она ведет его в замок, но Нора не знает, что это королевский замок. Он поражен его размерами и думает, что это ее дом. Нора все еще не догадывается, что девушка принцесса. Она приглашает его войти, и он идет за ней в замок. По дороге к главному замку принцесса спрашивает, как его зовут, и он отвечает. Она спрашивает, как его зовут, и он на секунду задумывается, а потом представляется как Нор. Она просит называть ее Лин, потому что это ее имя для приключений. Они продолжают идти по замку, и Нора понимает, что Лин из богатой семьи. Он вспоминает совет старика не совершать глупых ошибок, и теперь понимает, что тот имел в виду. Инесс подходит к принцессе, чтобы поприветствовать ее, и Лин спрашивает, где ее отец. Она говорит Лин, что ее отец обсуждает что-то с лордом Рейном в зале для аудиенций. Она замечает Нору и спрашивает Лин о нем. Лин говорит, что Нора тот, кто рисковал жизнью, чтобы спасти ее. Инесс удивлена, услышав это, и решает пойти с ними навстречу с отцом Лин. Нор думает, что Инесс служанка в семье, и удивляется, как она справляется со своими обязанностями в таком тяжелом снаряжении. Инесс ведет их в зал для аудиенции, но их останавливает Гилберт, который требует, чтобы Нора представился. Энис говорит ему, чтобы он отошел в сторону, потому что он гость принцессы, и Гилберт понимает, что о нем говорят в городе. Гилберт разочарован, потому что Нур не так уж и привлекательна, но Айс говорит ему, чтобы он не был грубым. Она просит его проводить их в покое, потому что не до конца доверяет Нур, и Гилберт соглашается.
Король злится, что Деридас не выполнил свою часть сделки после подписания мирного договора. Рейн не удивился, потому что Деридас ранее просил у короля разрешения на использование подземелья, но тот отказал. Деридас поклялся, что король пожалеет о своих словах, и Рейн говорит королю, что это не единственная угроза для их королевства. Двери внезапно открываются, и входит Лин в сопровождении всех остальных. Нор замечает, что старик, сидящий на троне, отец Лин. Ее брат Рейн замечает, что на ней плащ-невидимка, и понимает, что она выходила за ворота замка. Она говорит ему, что ходила искать человека, который спас ей жизнь. Она представляет Нора как человека, который спас ее прошлой ночью. Нора извиняется за то, что пришла в таком неопрятном виде. Он винит Лин в том, что она привела его так быстро, но король говорит, что то, как он одет, не имеет значения, и благодарит его за то, что он пришел. Нора говорит королю, что у него нет должного этикета, потому что он не аристократ, и заранее извиняется за любые неформальные действия, которые он может совершить. Король рад поговорить с ним как с обычным человеком. Он пожимает ему руку и скромно благодарит за спасение дочери, но не принимает благодарность короля, решив отправиться домой и принять горячую ванну. Но король говорит, что не может отпустить его просто так. Король спрашивает, чего он хочет, земли или денег, но Нур отвечает, что ему ничего не нужно. Король спрашивает, не хочет ли он получить редкие сокровища из подземелья, но Нур говорит, что ему это тоже не нужно. Он говорит королю, что не хочет никаких подарков, потому что его благодарность уже больше, чем достаточно. Король удивлен, что Нур не хочет сокровищ, и пытается придумать что-то, что могло бы его заинтересовать. Он подходит к трону и достает огромный меч, который показывает Нуру, спрашивая, что он думает. Рейн советует королю не отдавать меч, но король говорит, что лучше отдать его, чем оставить на произвол судьбы. Он знал, что никто не заметит пропажу, если он поменяет его на копию, которую сделал. Он дарит меч Нуру, который понимает, что меч бесценен, как только берет его в руки. Он говорит королю, что не может принять подарок, но король говорит, что это меч, который он подобрал во время своих путешествий, потому что он ему понравился. Король просит его взмахнуть мечом, и Нур усиливает свою силу, прежде чем взмахнуть мечом, отчего в комнате почти начинается буря. Все удивлены, что он может так сильно размахивать мечом, а король еще больше удивлен, что он может делать это одной рукой. Ноор берет меч, потому что легко с ним управляется, хотя он и тяжелый. Король просит его помочь Лин стать сильнее, но Ноор говорит, что ему нечему ее научить. Ноор говорит королю, что Лин сама решит, хочет ли она стать сильнее, и советует ему не вмешиваться. Король соглашается, и Ноор говорит, что уходит. Король снова благодарит его и прощается. Ноор выходит с мечом, который, по его мнению, отлично подойдет для тренировок, но чувствует, что получил от короля нечто ценное. Он вдруг понимает, что этот меч идеально подходит для очистки канализации в доме бабушки Стеллы и решает попробовать на следующий день. Айс внезапно останавливает его и говорит, что хочет с ним поговорить. Она сообщает Ноору, что ее работа – защищать Лин от любой опасности, и Ноор понимает, что она вовсе не служанка. Инесс представляется Ноору как заместитель командира семейного воинского корпуса. Она говорит Ноору, что с детства была назначена верной защитницей Лин, а значит должна защищать ее ценой собственной жизни. Она предлагает Ноору помощь во всем, что ему нужно, потому что он спас ей жизнь, защищая Лин. Ноор принимает ее комплимент, но предупреждает, что в будущем ему не стоит фамильярничать с королем, потому что она не потерпит неуважения. Она спрашивает, как его зовут, потому что не расслышала, и он представляется как Нора. Когда она упоминает его имя, он понимает, что сделал что-то не так, но Нора говорит ему, что он ничего не сделал. Она говорит, что возвращается к своим обязанностям и уходит. Нора собирается уходить, но Гилберт останавливает его и вызывает на дуэль, прежде чем он успевает уйти. Нора понимает, что если так будет продолжаться, то ему не разрешат вернуться домой. Он уже устал от работы, но они пришли на тренировочную площадку, и Гилберт сказал, что они будут сражаться в тренировочном бою. Нора удивился, потому что он никогда не был достаточно талантлив, чтобы ему назначили спарринг-партнера в разных школах. Когда они пришли, в зале уже тренировались другие люди, но они освободили место, чтобы Гилберт мог сразиться с Норой. Гилберт подошел к столу с оружием и попросил Нору выбрать себе оружие. Нора берет деревянный меч, желая сразиться с Гилбертом. Они встают друг напротив друга в центре зала. Нора беспокоится, что не сможет сравниться с Гилбертом, но решает использовать эту возможность, чтобы потренироваться с кем-то более умелым, чем он. Он хочет воспользоваться этой возможностью, потому что это лучшее, что у него было с тех пор, как он освоил навык Перри. Зрители удивляются, как Норе не повезло, что он попал на тренировочный бой с Гилбертом. Они уверены, что Гилберт будет избивать его, пока он не умрет.
Гилберт объявляет начало боя, и его лицо становится серьезным. Он замахивается своим деревянным посохом на Нора, который легко уклоняется от его атаки. Гилберт наносит несколько быстрых ударов, но Нора уворачивается, не получив ни царапины. Гилберт впечатлен оточенностью движений Нора. Он знает, что Гилберт, должно быть, тренировался бесконечно, чтобы достичь такого уровня мастерства, но Нора не впечатлен тем, насколько плавными и размеренными были его движения. Он задумался, почему его атаки были такими медленными. Нора легко уклоняется от атак Гилберта, а потом понимает, что Гилберт сдерживается, потому что не хочет использовать всю свою силу против противника низкого уровня. Нора внезапно объявляет тайм-аут, что удивляет Гилберта, и говорит ему не сдерживаться, даже если он пытается быть с ним полегче. Гилберт не уверен, сдерживается ли он, потому что Нора обычный человек, но он решает прислушаться к Норе. Внезапно он начинает атаковать Нора с новой силой, и Нора признает, что он быстрее, но замечает, что Гилберт всегда оставляет себя открытым, когда уклоняется от его атаки. Нора приходит к выводу, что Гилберт пытается заманить его в ближний бой, чтобы получить преимущество, поэтому решает не поддаваться на уловку. Гилберт внутренне закипает, не понимая, почему ни одна из его атак не достигает цели. Он решает попробовать новую тактику, но Нора уклоняется от его удара. Он думает, что Нора у него в руках, когда замахивается своим посохом, но Нора каким-то образом уворачивается. Нора говорит ему, что он может ускориться, потому что он может справиться с более быстрыми атаками, но Гилберту это не нравится. Нора понимает, что Гилберт уже сражается на пределе своих возможностей и осознает, что стал сильнее. Нор надеется, что сможет победить в поединке, но внезапно видит искры, когда Гилберт атакует его суперударом. Гилберт уверен, что его удар достиг цели, но Нор уклоняется в самый последний момент. Гилберт удивляется, что Нор уклонился от его удара, но не сдается. Приняв поражение от Гилберта, он покидает замок, радуясь, что Гилберт не убил его. Тем временем зрители удивляются, как Нору удалось уклониться от суперудара Гилберта. Они приходят к выводу, что ветер от удара Гилберта отбросил Нора в сторону, потому что никто не мог поверить, что кто-то смог уклониться от такого удара. Они уверены, что Нора бы изрубили на куски, если бы Гилберт использовал настоящее копье. Гилберт молча сидит в углу, вспоминая свой первый поединок с копьем. С того дня он понял, что у него есть талант обращаться с копьем в бою. Он победил своего противника на дуэли, к восторгу зрителей в деревне, куда он приехал, чтобы посмотреть на поединок. Он постоянно тренировался, оттачивая свои навыки, но ему всегда было скучно, потому что он не мог найти достаточно сильного соперника. Глава деревни спросил его, нравится ли ему в деревне, но Нор ответил, что бой был таким же, как обычно. Глава деревни узнал в нем человека, который ездил по разным местам в поисках сильных соперников. Глава деревни сказал ему, что ни один житель деревни не может сравниться с ним по силе. Гилберт сказал главе, что ему нужно искать сильных соперников, потому что он победил всех достойных противников в столице. Он покинул столицу с надеждой, что встретит кого-то сильнее. Глава деревни рассказал ему о вызовах из воюющих стран. Он сказал, что вызвал подкрепление и посоветовал ему попробовать сразиться с кем-нибудь сильным. Гилберт вернулся в столицу, где продолжал охотиться на демонов, пока не услышал, что кто-то сильный присоединился к военному корпусу. Он вызвал их всех на дуэль, но легко победил. Но ему все равно было скучно, он хотел сразиться с кем-то по-настоящему сильным. Ему было так скучно, что он чуть не сошел с ума. Он не мог поверить, что его окружают такие слабаки. Однажды, когда он отдыхал под деревом, к нему подошел мастер меча, и Гилберт пожаловался ему на скуку. Мастер меча предложил ему сразиться с Канессой, но Гилберт сказал, что победит, хотя и признал, что она сильна. Гилберт был разочарован, что в столице не было больше таких людей, как мастер меча, и понял, что мастер меча тоже скучает, потому что ему приходится тренировать людей, которые ничего не стоят. Мастер меча сказал, что он просто выполняет свой долг, защищая столицу, пока не появится кто-то, кто его превзойдет. Гилберт надеялся, что доживет до этого зрелища, потому что не знал, сколько еще сможет выдержать скуку. Гилберт с нетерпением ждал встречи с человеком, который в одиночку победил Минотавра, но после их поединка был удивлен поведением Норы. Он вспоминает, что Нора не интересовалась материальными вещами и была невежлива во время аудиенции у короля. Гилберт внимательно наблюдал за Норой во время аудиенции и не думал, что она сможет победить Минотавра. Но после их тренировочного боя он убедился в ее способностях. Он был уверен, что его сильнейшая способность поставит Нора на колени, но Нора уклонился от его атаки, и это его поразило. Он понятия не имел, как Нору удалось увернуться, и уже был готов признать поражение, когда Нора остановил бой. Нора был унижен тем, что Гилберт сдерживался, потому что они сражались на глазах у его подчиненных. Гилберт не понимал, почему Нора остановил бой, и пытался убедить его продолжить, но безуспешно. Он взял свой подарок и вышел из тренировочного зала, надеясь снова встретиться с Гилбертом. Гилберт вдруг заметил трещины на полу и понял, что Нору каким-то образом удалось уклониться от его
техники. Гилберт рад, что в столице наконец-то стало интересно, потому что он нашел того, кто может уклониться от его сильнейшей техники. Нора возвращается домой с поникшей головой, увидев удивительную технику Гилберта. Он ругает себя за то, что слишком поспешил с похвалой, решив, что стал сильнее. Он использовал свои физические способности и технику шаг по воздуху, чтобы уйти от Гилберта, но знал, что не смог бы этого сделать, если бы Гилберт не сдерживался. Нора благодарен Гилберту за то, что тот помог ему справиться с гордостью, унизив его, даже не раскрывая своих истинных способностей. Нора решает стать еще сильнее после того, как Гилберт доказал ему, что он все еще слаб. На следующий день Гилберт очищает городской дренаж с помощью меча. Он удивлен, как быстро меч очищает дренаж, легко удаляя то, что обычно застревает на дне. Жители деревни удивлены, как быстро и эффективно Нора очистил канализацию, и хвалят его за это. Нор не испытывает благодарности к отцу Лин за то, что тот подарил ему меч. В это время другой житель деревни просит его почистить канализацию. Хотя работа по очистке канализации идет хорошо, Нор беспокоится, потому что стройка закрылась после инцидента с Минотавром, из-за которого он лишился работы по перевозке грунта. Он переживает, что не сможет найти другую работу, если в столице не будет заказов. Он думает, как бы использовать меч на благо жителей деревни, но все, что приходит ему в голову, стоит больше, чем он может себе позволить. Он разочарован, что не смог получить больше навыков в учебных заведениях, хотя посещал их все положенное время. Лин внезапно подходит к нему, когда он отдыхает в лесу, и они обмениваются приветствиями. Нор не помнит угрозы Ина, поэтому обращается к Лин официально, но она просит называть ее по имени, как у искательницы приключений. Нор удивляется, почему она пришла искать его в лес, и она говорит, что глава гильдии отправил ее к нему, когда она пришла в гильдию. Нор понимает, что Лин использовала свой особый навык, чтобы найти его, потому что он не сказал главе гильдии, где находится. Он спрашивает, зачем она его искала, и она просит его взять ее в ученицы. Нор не знает, в чем заключаются обязанности ученика, поэтому Лин объясняет ему, что она будет его помощницей. Она говорит, что просто хочет быть рядом с ним, и обещает не доставлять ему проблем. Нор не отказывается от ее просьбы, и Лин удивляется, не обидела ли она его во время их первой встречи. Она обещает быть полезной и рассказывает, что стала самой молодой искательницей приключений, которая освоила все 6 дисциплин. Нур говорит ей, что ему нечему ее учить, а ей нечего ему предложить, потому что он может делать все, что нужно. Лин пытается соблазнить его деньгами, которые он будет получать как ее наставник, но он говорит, что это его не интересует. Лин пытается продать себя Нуру, чтобы он взял ее в ученицы, но он говорит, что она ему не нужна. Лин расстраивается, что Нур не видит в ней пользы, и решает доказать ему, что она чего-то стоит. Она достает свою волшебную палочку и призывает сосульки, которые полностью расплавляет с помощью магии огня. Она говорит Нуру, что магия огня – это самый высокий уровень магии, которым она владеет. Она демонстрирует свое мастерство вора, выхватив кинжал и разрезав им дерево позади себя. Затем она использует свой магический меч, чтобы применить божественный удар, навык священного класса мечника, который очень эффективен против нежити. Она хочет продолжить демонстрировать свои способности, но Нур останавливает ее. Она думает, что Нур согласился взять ее в ученицы, но он говорит, что это не так. Нур удивляется, почему она так старалась стать его ученицей. Он чувствует себя неловко после того, как увидел ее способности, и спрашивает, почему она думает, что он подходит на роль ее учителя. Он говорит ей, что продемонстрированные ею навыки доказывают, что он ничему не может ее научить. Лин пытается убедить Нура, что она может быть ему полезна, и он решает показать ей, насколько он бездарен. Он показывает ей свое слабое умение обращаться с огнем, и она удивляется. Она возвращается в замок, вспоминая истории из учебных заведений о мальчике без навыков. Все в учебных заведениях считали эти истории сказками, потому что не могли поверить, что кто-то может быть настолько слабым. Она тоже не верила, что 12-летний мальчик сможет пройти все 6 курсов обучения, не бросив их, когда даже взрослые мужчины не выдерживали и сдавались. Она вспоминает, как Оукин показал ей свое умение управлять крошечным пламенем, но его пламя было больше обычного. Оукин сказал ей, что он практиковался в магии больше 200 лет, поэтому его пламя было больше, чем у других. Линни использует свою магию крошечного пламени и думает, сможет ли она когда-нибудь сделать свое пламя больше. Она была удивлена, что когда Нора использовал свое умение управлять крошечным пламенем, его пламя было больше, чем у Оукина, который практиковался в магии дольше, чем Нора жил. Он сказал ей, что его другие 5 навыков на низком уровне, как и его магия,
и спросил, поняла ли она теперь, почему он не может взять ее в пажи. Линни была уверена, что другие навыки Норы были выдающимися, и удивлялась, почему он показывал только те, которые запомнил. Она вспоминает, как Нора остановил нападение Минотавра, но удивляется, что он никогда никому не хвастался своей силой. Она понимает, что Нора никому не уступит, потому что он силен и физически, и морально. Она клянется, что научится быть такой же сильной, потому что хочет поддержать своего брата и привести столицу к величию, когда придет их очередь править. Позже тем же вечером Нора заканчивает ужинать и выходит из кафе, когда к нему неожиданно подходит Линни. Она говорит ему, что понимает, что он пытался научить ее отказываться от гордости и незрелости. Она дала себе обещание следовать по стопам Норы, пока не заслужит признания как его ученица. Она называет его своим наставником, потому что в нем воплощены ценности и убеждения, которые она и ее семья искали на протяжении поколений. Она не хочет упускать такую прекрасную возможность, но не понимает, почему она так настойчива. Он молится, чтобы найти выход из этой ситуации. Рейн не понимал, почему его отец так легко отдал черный клинок человеку, не заслуживающему доверия из неизвестной семьи. Он вспомнил, как его отец с трудом добыл реликвию из главного подземелья. Клинок был прочнее любого известного материала. Никто не мог оставить на нем ни царапины, несмотря на использование различных навыков и техник плавки. За это его прозвали несокрушимым клинком, но все удивлялись, почему такой прочный материал выглядит так потрепанно. Рейн знал, что клинок ценнее любого обычного оружия, и все равно не понимал, почему отец так легко с ним расстался. Он решил довериться отцу, потому что понял, что тот рассчитывает на помощь Норы в подавлении беспорядков в столице. Он пришел к выводу, что Нора может стать их секретным оружием, когда они окажутся в трудной ситуации. Тем временем Нора завтракает, а Лин ходит за ним по пятам. Он пытается избавиться от нее, говоря, что ей не стоит появляться на публике, но она отвечает, что может появляться на публике, потому что она такой же искатель приключений, как и он. Нора настаивает на том, чтобы принять его как своего наставника, потому что считает, что не заслуживает этого. Каждый раз, когда Нур пытается убедить Лин, что он не подходит на роль ее инструктора, он усложняет ситуацию, поэтому решает больше не пытаться ее переубедить. Он планирует устроиться на работу в гильдию, чтобы Лин отстала от него, ведь она видит, что он не так уж и хорош. Нора приходит в гильдию вместе с Лин, и старый мастер задает ей вопросы, удивляясь, почему Лин повсюду ходит за Норой. Он спрашивает Нору, не сделал ли он что-то не так накануне, и Нора отвечает, что не может объяснить, как он оказался в такой ситуации. Мастер решает больше не задавать вопросов, потому что одно из правил гильдии – не лезть в чужие дела. Нора просит у старого мастера совета, но тот игнорирует его просьбу, спрашивая, не ищет ли он работу. Нора отвечает, что ищет работу для двоих. Старый мастер говорит, что они могут отправиться на охоту на гоблинов на окраину столицы, если сформируют отряд, потому что Лин – авантюристка ранга В. И Нора не уверен, что они подходят для этого задания, потому что орки – это монстры, которых используют в качестве первого испытания для новичков. Старый мастер говорит, что они подходят для этого задания, потому что у Лин высокий ранг. Нора надеется, что они смогут выполнить задание высокого ранга, но сомневается, потому что не знает, чем все закончится. Он думает, что неправильно использовать преимущество Лин, потому что все, чего он хотел с тех пор, как они встретились, это отправить ее домой. Он понимает, что Лин не захочет вступать с ним в отряд, когда узнает о его намерениях. Лин замечает, что Нора чем-то расстроен, и спрашивает, что случилось. Он спрашивает, не против ли она, что он воспользуется своим положением, чтобы получить задание высокого ранга, но она отвечает, что не против. Она рада, что может помочь своему наставнику, и надеется сделать больше. Нора тоже рад это слышать, и хотя ему жаль, что ему приходится полагаться на маленькую девочку, чтобы получить задание, он так хочет начать его выполнять, что сразу же уходит из гильдии. Но старый мастер останавливает его, потому что он еще не рассказал им подробности задания, и Нора быстро возвращается. И старый мастер протягивает ему официальные бумаги с заданием. Старый мастер предупреждает его, что несмотря на низкий уровень опасности, он все равно может пострадать, и Нора уверяет старого мастера, что знает пределы своих возможностей. И старый мастер показывает им место, где они должны выполнить задание. Лин узнает это место – лес чудовищ. Старый мастер говорит им, что нужно принести уши монстров, без которых они не получат вознаграждение за задание. Он говорит, что количество монстров уменьшилось, поэтому они могут собрать немного трав, если не встретят монстров. Он советует Норе быть осторожным, чтобы не пострадать. Они покидают гильдию и направляются прямо к воротам столицы. Они показывают свои бумаги у ворот и проходят. Они с энтузиазмом отправляются в путь и вскоре оказываются в лесу чудовищ.
Нора удивляется, насколько густыми кажутся деревья в лесу, когда он идет по тропинке. Он никогда не видел таких деревьев в южном лесу, и Лин объясняет, что это потому, что в лесу совершенно другая экосистема. Они продолжают идти по лесу, и Нор спрашивает Лин, какие монстры гоблины, потому что он только слышал о них, но никогда не встречал. Лин рассказывает ему, что гоблины обычно охотятся на мелкую добычу, но могут нападать и на людей, чтобы прокормиться. Лин уверена, что если не контролировать численность гоблинов, то их станет намного больше, и они начнут нападать на деревни людей. Она говорит ему, что именно поэтому наемникам поручают следить за их численностью. Она объясняет, что наемники не могут полностью истребить гоблинов, потому что они важны для экосистемы леса. Она показывает ему другие растения, которые растут только в лесу зверей, и это делает его подходящим местом для тренировок новых наемников, чтобы они могли улучшить свои навыки и заработать немного денег. Нор впечатлен обширными знаниями Лин, и ему становится еще более стыдно, потому что он понимает, что ему больше нечего ей рассказать. Они продолжают идти по лесу, и Лин использует магию обнаружения, чтобы найти гоблинов, но безуспешно. Лин удивлена, потому что они уже должны были встретить нескольких гоблинов. Теперь она верит слухам о том, что в лесу стало меньше гоблинов. Внезапно она получает ответ от монстра и сообщает об этом Нору. Она говорит ему, что до места еще далеко, но предлагает ему посмотреть. Они идут туда, и Нор замечает, что в лесу становится темнее. Лин объясняет, что в этой части леса деревья старше и толще, и сквозь них плохо проходит солнечный свет. Она говорит ему, что гоблинам обычно нравятся места, где мало солнечного света. Лин вдруг удивляется, потому что видит впереди монстра, но он тут же исчезает. Нора не удивляется, а предполагает, что монстр мог просто уйти. Лин соглашается с ним, и они продолжают путь. Они добираются до места, но там нет никаких монстров. Нора вдруг замечает вдалеке гоблина, которого разрывает на части, и указывает на него Лин. Лин использует свою магию, чтобы увидеть монстра, и оказывается, что это огромный гоблин-отступник. Нора не удивляется размерам гоблина, потому что никогда раньше не слышал о таких больших гоблинах. Раньше гоблинов считали одними из самых слабых монстров, но Нора больше в это не верит, увидев, что перед ним стоят гоблины. Ему трудно поверить, что стоящее перед ним чудовище гоблин, но он вынужден это признать, потому что у него есть все признаки гоблина. Гоблин вырывает два дерева из земли, чтобы использовать их как оружие, и Нора удивляется, как другие искатели приключений так легко с ними справляются. Он смотрит на Лин, ожидая ответа, но видит, что она напугана. Он понимает, что она паникует, потому что у нее мало боевого опыта, и уверяет ее, что все в порядке, потому что они сражаются всего лишь с гоблином. Хотя вид гоблина ужасает, Нора не обращает на это внимания и сосредотачивается на том, чтобы победить его. Лин тоже преодолевает свой первоначальный страх и готовится вступить в бой с монстром. Раньше, в отличие от Норы, она узнала в монстре гоблина-императора, который считался серьезной угрозой. Это мутировавшая форма жизни, созданная человеком, и после того, как люди увидели результат, исследования были запрещены. Лин была настороже, потому что монстр пожирал своих сородичей, поглощая их силу и становясь сильнее с каждым съеденным гоблином. Ноор подбодрил ее, сказав, что это всего лишь гоблин, и Лин не могла поверить, что он так спокоен. Она подумала, что Ноору хотелось взяться за это задание, потому что он хотел устранить угрозу, о которой никто не знал. Она удивилась, что Ноор знал о монстре, о котором никто больше не знал, и когда он заверил ее, что они справятся с гоблином, она отбросила свои страхи и приготовилась к бою. Гоблин бросился на них и попытался раздавить Ноора деревьями, но Ноор легко увернулся от обоих ударов. Гоблин ударил его сбоку, пытаясь загнать в угол, но Ноор разгадал его план и вовремя увернулся. Лин использовала магию ветра и льда, но гоблин уклонился от ее заклинаний. Ноор удивился, что такое большое существо может быть таким проворным, но монстр внезапно остановился и швырнул огромный ствол в Лин. Ноор шагнул вперед и отразил удар, используя свой навык парирования. Гоблин швырнул в него еще несколько стволов, и Ноор отразил их, используя свои навыки парирования. Лин поняла, что ей нужно что-то сделать, потому что Ноор почти выдохся. Она заметила, что рана, которую получил монстр, полностью зажила, и это удивило ее, потому что так быстро регенерировать он не должен был. Она увидела камень Моны на голове гоблина и указала на него Ноору, сказав, что они могут победить гоблина, если снимут его с головы. Гоблин швырнул в Ноора несколько стволов с разных сторон, и это удивило Ноора, потому что монстр понял, что его навыки имеют предел. Ноор беспомощно стоит, потому что не может отразить все стволы деревьев, но Лин приходит ему на помощь, используя заклинание ветра, чтобы сдуть стволы. Гоблин получает несколько ранений, но мгновенно восстанавливается. Лин говорит Нору, что гоблин использует силу камня Моны для регенерации, а значит, у них закончится мана, если они будут сражаться с ним в лоб без плана.
Нор говорит ей, что ничего не сможет сделать, если ее заклинания не действуют на гоблина. Внезапно ему приходит в голову идея, и он просит Лин использовать заклинание ветра, чтобы толкнуть его сзади. Лин предупреждает, что заклинание может навредить ему, потому что оно мощное, но Нор говорит, что меч поглотит удар. Это был единственный план, который он смог придумать, чтобы стать быстрее гоблина. Когда гоблин бросает в Нора ствол дерева, Лин использует заклинание ветра, чтобы толкнуть его вперед. Нор использует свои заклинания для усиления физических возможностей и шага на цыпочках, чтобы увернуться от снарядов гоблина. Он использует заклинание низкого каблука, чтобы залечить раны, а затем взлетает в воздух, разрезает ствол дерева, который гоблин бросил в него, и ударяет камнем моны по голове монстра. Камень моны отлетает, и монстр теряет сознание. Лин хватает камень и подбегает к Нору, который просит ее прикончить гоблина, чтобы он не мучился. Лин выполняет его просьбу и подходит к гоблину, убивая его огненным заклинанием. После этого она молча молится. Нор извиняется перед бедным гоблином за то, что тот встретил такой ужасный конец, будучи использованным в качестве лабораторной крысы. Он решает сделать перерыв в охоте на гоблинов, потому что не хочет подвергать себя опасности. Он решает тренироваться и стать сильнее, прежде чем браться за новый квест. Военный корпус докладывает Рейну о камне, сообщая ему о гоблинском императоре. Рейн удивляется чистоте камня, и это наводит его на мысль, что обстоятельства произошедшего очень необычны. Он думает, что за этим может стоять магическая империя. Корпус сообщает ему, что камень может быть сердцем демона из святой теократии Митры. Он спрашивает, пострадала ли Лин, но ему отвечают, что у нее только легкие травмы. Корпус сообщает, что монстр находился там несколько дней, потому что он был скрыт за печатью, когда напал на Лин в лесу зверей. Рейн удивляется, что они не заметили никакой магической активности, и спрашивает, были ли еще какие-то признаки присутствия монстра. Они сообщают, что гильдия провела расследование в лесу, заметив, что количество гоблинов уменьшилось. Они представляют Рейну отчет о подозрительных событиях, произошедших за последние 3 месяца, и Рейн поручает им продолжить расследование, похвалив их за хорошую работу. Нор возвращается в гильдию, и старый мастер хвалит его за победу над гоблином, потому что он и не думал, что Нор станет таким сильным. Нор решает отпраздновать свой первый успешный квест в качестве новичка, потому что для него это большое событие. Нор говорит старому мастеру, что это все благодаря Лин, и старый мастер понимает, что он просто наблюдал со стороны. Он хвалит Нора за то, что тот действовал умно, а не просто усердно работал. Нор говорит ему, что он только немного помог, но Лин не верит его словам, потому что знает, что большую часть работы сделал он. Старый мастер рад, что Нор получил опыт, и Нора говорит ему, что он не знал, что гоблины такие сильные, пока не столкнулся с одним из них. Он говорит старому мастеру, что никогда не думал, что камень моны на голове монстра – это слабое место. Это удивляет старого мастера, и он спрашивает, не с гоблином ли Нором столкнулся, потому что у них обычно камни моны находятся в горле или в сердце. Линбек и старый мастер приходят к выводу, что они, должно быть, столкнулись с редким видом гоблинов. Он просит у них доказательства, что они победили монстра, чтобы выдать им награду за задание, но замечает, что у них грустные лица. Он спрашивает, почему они такие грустные, и они отвечают, что не принесли никаких доказательств, потому что сожгли гоблина дотла. Рейн удивляется сообщением из столичного корпуса о странных происшествиях на их территории. Он понимает, что недооценил вторжение врага на их земли, поэтому приказывает собрать группу для расследования. Он просит корпус включить всех, кто может использовать навыки обнаружения и сокрытия, чтобы подобное происшествие в лесу зверей не повторилось. Он также приказывает вызвать всех больных монархов, потому что считает ситуацию чрезвычайной. Корпус удивлен, он вызывает всех 6 монархов, но приказывает им выполнять его приказы, потому что время не ждет. Он ругает себя за оплошность, которая позволила магической империи вторгнуться в их страну. Он задается вопросом, что его страна сделала, чтобы спровоцировать такую враждебную акцию со стороны магической империи. Он злится, что в магической империи мало ценят человеческую жизнь, потому что их интересует только то, что находится в подземелье. Он понимает, что магическая империя разрушит город до основания, лишь бы получить неограниченный доступ к подземелью. Он сидит с Лин за обедом в открытом ресторане. Она радуется, что старый мастер дал им награду, хотя они забыли принести доказательства того, что победили монстров. Старый мастер наградил их, чтобы поздравить с первой успешной охотой. Хотя Нору не хотелось брать деньги, старый мастер убедил его принять их. Теперь Нору еда нравилась больше, чем когда-либо, потому что он праздновал, но беспокоился, как долго Лин будет с ним. Он думал, что ее семья будет волноваться, потому что она слишком долго была с ним. Лин благодарит повара за обед и говорит Норе, что идет домой. Она спрашивает разрешения вернуться домой, и Нора с облегчением вздыхает. Он с радостью разрешает ей и благодарит за помощь.
Рейн подходит к ним, когда ищет их в столице. Лин удивлена, увидев его на публике, а Рейн просит Нору о помощи и хочет, чтобы она отвезла Лин в город в горах на следующий день. Нора удивлена его просьбой. Рейн объясняет, что не может рассказать Норе все подробности, но умоляет помочь, потому что ему нужна помощь. Он говорит, что уже заказал для них карету, и Нора спрашивает, что он везет. Рейн пообещал хорошую награду, потому что он единственный, кому он может доверять, и Нору ничего не оставалось, кроме как согласиться. Рейн подал официальную заявку в гильдию, что удивило старого мастера, потому что награда была очень щедрой. На следующий день Нора отправился в путь вместе с Лин. Хотя награда за задание его и привлекала, Нора согласился только потому, что хотел впервые прокатиться на карете. Он любовался пейзажем, пока они ехали. Это была лучшая награда, которую Нора мог получить, потому что он никогда не выезжал за пределы столицы. Он надеялся, что по пути к месту назначения увидит другую страну. Внезапно он замечает, что Лин грустит, и спрашивает, почему она не интересуется пейзажем, несмотря на цветущие повсюду цветы. И надеется, что он сможет отправиться в путешествие, когда станет искателем приключений. Лин извиняется перед Норой за то, что ее брат внезапно дал им задание. Нора говорит ей, что он примет это задание в качестве благодарности за спасение во время охоты на гоблинов. Он говорит ей, что задание несложное, потому что ему заплатят. Лин вспоминает, как Рейн велел им отправиться в карете в город Таурос, который находится высоко в горах, и остаться там на некоторое время. Нора с нетерпением ждал начала путешествия, а Лин не разделяла его оптимизма. Рейн сказал им отправиться вглубь гор, в священную теократию Митры, если их визит в Таурос пройдет без происшествий. Нора был удивлен, что ему нужно было просто поехать с Лин и Рейном, и они сказали ему считать это поездкой на отдых, если ничего не случится. Лин надеется, что когда они прибудут, ничего не случится, и Денис уверяет ее, что ничего не случится, пока она рядом. Рейн дал Денис особое задание, сказав, что столицу вот-вот захватят. Он велел ей бежать в священное королевство Митра, если столица падет под натиском врага. Денис спросила Рейна, знает ли Лин, почему ее отправили в Митру, и он ответил, что не сказал ей, потому что она бы отказалась ехать, если бы знала причину. Энис беспокоилась, что ее не будет в столице, когда она понадобится, но Рейн сказал, что Лин важнее, потому что только ей она может доверить свою жизнь. Он умолял ее проводить Лин в безопасное место, и Энис согласилась. Они остановились у ручья, чтобы передохнуть, и Энис отвела Нору в сторону. Она извинилась перед ним за неудобство, но Нора сказала, что не стоит так переживать, это всего лишь поездка. Он заметил, что она выглядит нездоровой, и она объяснила, что задумалась. Она заверила его, что с ней он в безопасности, но Нора сказал, что не беспокоится о ее безопасности, потому что он очень хорошо умеет убегать. Она сказала, что ему не нужно убегать, потому что у нее есть щит, но Нора не видел, чтобы у нее был щит. Она объяснила, что так удобнее прятать щит. Она вызвала свой щит к удивлению Норы и объяснила, что он будет в безопасности, если спрячется за ее щитом. Нора убедился в силе Энни, вспомнив, что Лин сказала, что она такая же сильная, как Гилберт, с которым он тренировался. Лин сказала ему, что Гилберт может победить дракона в одиночку, и это заставило его понять, что Гилберт и Денис намного сильнее его. Он разочарован тем, что не смог победить даже одного гоблина, и хвалит Денис за ее талант. Это вызывает у него воспоминания о том, как Денис поняла, что обладает таинственной силой, когда ее взяли в приют. Когда ее сила впервые проявилась, в другом приюте попытались ее испытать, но она поранилась. Директор приюта встретился с Денис, когда она обрабатывала рану сироты, и попросил ее показать свои способности. Денис продемонстрировала свои способности, которые директор счел даром небес, потому что они были редкими. Он объяснил, что она может создавать меч, который может разрубить что угодно, и щит, который может защитить от чего угодно. Он сказал, что она может уничтожить целую страну, и это ее напугало, но Дандалк, один из 6 правителей, пообещал научить ее пользоваться своими способностями, чтобы она больше никому не навредила. Хотя он учил ее пользоваться своими способностями, Денис не могла преодолеть страх причинить вред другим людям, поэтому она отдалилась от них. Она стала затворницей, которой было все равно на чувства и поведение других людей. Она оставалась затворницей, пока не встретила Нура, когда он представился, и это напомнило ей о том, как Дандалк упоминал это имя во время ее обучения. Тогда враги постоянно нападали, и Дандалга всегда вызывали на передовую. Он всегда говорил, что было бы намного легче, если бы рядом с ним был его друг по имени Нур. Анис была удивлена, что ее приемный отец признал Нура, но не признал ее, несмотря на все ее усилия. Она чувствовала себя преданной отцом, но завидовала Нуру. Это чувство усилилось, когда они отправились в путешествие. Она решила не поддаваться эмоциям,
чтобы не дрогнуть и не подвести дом Клей. Она знала, что ее задача – защищать Линдберга, даже если это будет стоить ей жизни. Они продолжали свой путь, и Нор заметил странную тропу, ведущую через пшеничное поле. Он понял, что тропа была протоптана чем-то, что прошло через пшеничное поле. Анис заметила, что он чем-то обеспокоен, и спросила его. Он рассказал ей о тропе в пшеничном поле и сказал, что там что-то движется. Лин велела Анис остановить карету, когда заметила, что что-то идет по пшеничному полю. Она использовала заклинание, чтобы увидеть скрытое чудовище, которое шло по полю. Тем временем в столице все были в панике из-за взрывов. Король Клей понял, что началась война, когда к нему ворвался гонец и сообщил, что в столице видели нескольких монстров. Он сказал королю, что воины вступили в бой с монстрами, но у них мало солдат. Рейн приказал ему отправить корпус мастеров меча, чтобы забаррикадировать дороги и эвакуировать жителей. Он также приказал отправить отряд теней и охотников, чтобы уничтожить как можно больше монстров, чтобы не пострадали жители. Король Клей понял, что Дерида выполнил свою угрозу, и Рейн сказал ему, что у Дериды есть еще козыри в рукаве. Король Клей спросил, где находится шестой правитель, и Рейн ответил, что они заняты сильными монстрами, которых видели в разных районах столицы. Воин-ниндзя сражается с императором-гоблином и приказывает своим людям удерживать позиции изо всех сил. Другие члены Сикха тоже сражаются с монстрами в разных местах, пока раненые получают помощь в безопасных зонах. Король обеспокоен, потому что их силы на исходе. Алин надеется, что она успела покинуть столицу до начала атаки. Монстра ведет через пшеничное поле мальчик-демон, который хочет разрушить столицу, когда барьер внезапно разрушается. Инис узнает в монстре черного дракона смерти и удивляется, как такое чудовище могло попасть в столицу. Ноор внезапно бросается в бой, несмотря на предупреждение Инис. Дракон собирается напасть на мальчика-демона, который смирился со своей судьбой, но Ноор вовремя появляется и отражает атаку монстра. Дракон несколько раз пытается напасть на него, но Ноор отбивает атаки с помощью своего навыка Перри. Энис показывает Лин мальчика с черным драконом смерти и говорит, что его появление здесь не случайно. Это заставляет ее понять, что мальчик демон, потому что она помнит, как Рейн спрашивал ее, слышала ли она о них. Она рассказала ему все, что знала, объяснив, что они похожи на людей, но это полулюди, которые могут управлять монстрами. Рейн сказал ей, что демоны ближе к людям, чем к монстрам, и вспомнил случай, когда они почти уничтожили Митру 200 лет назад. Из-за этого люди истребили их, но каким-то образом их потомки выжили. Рейн был уверен, что их потомки будут ненавидеть людей. Лин понимает, что мальчик-демон привел дракона в столицу, потому что обычно они не приближаются к человеческим поселениям. Энис объясняет, что мальчик потерял контроль над монстром, когда ее заклинание рассеялось и дракон вырвался из-под его контроля. Она говорит, что Нора поступила глупо, помогая врагу, потому что у него были злые намерения. Лин предлагает помочь Норе, но Энис останавливает ее, потому что думает, что дракон победит Нору. Норе не составило труда справиться с драконом, который, по его мнению, был просто жабой, потому что он медленный и слабый по сравнению с гоблином, с которым он столкнулся в лесу чудовищ. Он решает сразиться с жабой, пока не прибудут Энн и Лин. Внезапно дракон выпускает в него струю яда, и Нора не отступает, потому что знает, что если он увернется, то мальчик пострадает. Он пытается отразить удар, но его все равно задевает яд, который действует мгновенно. У Норы начинает темнеть в глазах, тело перестает слушаться. Он вспоминает, как Айс позвала его, когда он вышел из кареты, и понимает, что она пыталась предупредить его, что дракон ядовит. Айс говорит Лин, что дракона прозвали черным смертоносным драконом, потому что он убивает все, к чему прикасается своим черным ядом. Дракон собирается выпустить еще одну струю яда, и Лин пытается помочь Норе, но Энис останавливает ее своим щитом. Лин требует, чтобы Энис отпустила ее, но та отказывается, объясняя, что должна ее защитить. Энис уверяет ее, что они будут в безопасности за ее щитом, и говорит Лин, что помогать Норе бесполезно, потому что яд дракона смертелен. Дракон выпускает еще более мощную струю яда, и Айс использует свой щит, чтобы защитить себя и Линна от его воздействия. Лин пытается использовать свою очищающую магию, чтобы помочь, но это не действует против драконьего яда. Айс извиняется за то, что оставила Нура на растерзание дракону, потому что не смогла его защитить, хотя и хотела. Яд рассеивается, и Денис удивляется, что Нур все еще сражается с драконом, несмотря на то, что он отравлен. Теперь она понимает, почему Дандалк всегда хотел, чтобы Нур был рядом с ним, потому что он настоящий герой, который защищает других даже ценой собственной жизни. Она знала, что его действия были бессмысленны, потому что он уже вдохнул яд, но продолжал сражаться с драконом. Дракон выпускает в него струю яда, но он отбивает ее мечом.
Дракон наносит удар, и Нур отражает его мечом, но его колени внезапно подгибаются, и он падает на землю. Он вытирает яд с губ, понимая, что еще не все потеряно. Проклятых детей считали животными, держали в клетках и кормили крошками хлеба, потому что они родились с проклятой способностью управлять монстрами. Сначала их учили использовать свою силу на домашнем скоте, пока не обнаружили, что они могут управлять монстрами высокого уровня. После этого открытия их стали использовать как оружие в войнах, что приводило к многочисленным жертвам. Из-за этого люди возненавидели детей за их способности и обращались с ними жестоко, когда их ловили. На пойманных детей смотрели свысока и избивали каждый день только за то, что они были проклятыми детьми. Каждый раз, когда проклятый мальчик спрашивал, почему его мучитель так жесток с ним, он получал в ответ новые побои и голодал за то, что осмелился задавать вопросы. Проклятый мальчик слышал, что горожане думают о нем, и это становилось только хуже, когда они узнавали, что он может читать их мысли. Они хотели, чтобы проклятый мальчик заплатил за разрушение, которое он навлек, и это огорчало мальчика, потому что он был всего лишь марионеткой. У него никогда не было злых мыслей по отношению к горожанам, и он не хотел, чтобы его снова использовали как оружие в войне, если бы он мог это предотвратить. Однажды его мучитель сказал ему, что он спасет целую страну, если будет управлять черным драконом чумой. Мучитель убедил его, что он вернет себе честь и больше никогда не будет без причины бить его, если он будет управлять драконом по его приказу. Мучитель пообещал хорошо кормить его и других проклятых детей, если он будет выполнять его указания. Мучитель пригрозил, что если мальчик откажется, то ему будет еще хуже. Мальчик попытался прочитать мысли мучителя, чтобы понять его намерения, но не смог, потому что на мучителе был магический артефакт, который мешал его способностям. Проклятый мальчик решил довериться мучителю, потому что тот сдержал свое обещание и согласился уничтожить столицу с помощью дракона. Мальчик был уверен, что мучитель сдержит свое обещание, если он выполнит свою миссию, и решительно направился к столице с драконом через пшеничное поле. Его скрытое заклинание внезапно разрушилось, и он потерял контроль над драконом. Дракон внезапно нападает на него, и мальчик понимает, что провалил свою миссию. Он молча извиняется перед другими проклятыми детьми, потому что знает, что из-за его провала их мучитель накажет их еще сильнее. Он смиряется со своей судьбой, когда дракон приближается к нему, чтобы нанести последний удар. Он рад, что никого не ранил, хотя и не справился с заданием мучителя. Он принимает удар дракона и молится, чтобы в следующей жизни он родился человеком, который будет полезен другим. Он надеется, что сможет стать ценным членом общества. Он мечтает о вкусной еде, которую сможет есть в своей новой жизни, но открывает глаза и видит, что Ноор спас его. Он удивляется, почему Ноор защищает его, но дракон внезапно выпускает ядовитую струю, которая поражает Ноора и проклятого мальчика. Ноор замечает, что мальчик отравлен, и исцеляет его с помощью своей магии исцеления. Мальчик удивляется, когда действие яда исчезает, и с благоговением смотрит, как Ноор продолжает сражаться, несмотря на то, что он отравлен. Дракон выпускает еще одну струю яда, но на этот раз Ноор не выдерживает и падает на землю. Он наблюдает, как яд действует на его тело, и надеется, что выживет. Он вспоминает, как однажды, через несколько дней после возвращения из школы, отправился в горы за едой. Он набрал столько странных вещей, что приготовил их на ужин, не зная об их питательных свойствах. Он думал, что в худшем случае у него просто заболит живот от нездоровой еды. Он зачерпнул немного подозрительного супа и удивился, какой он сладкий. Внезапно он упал на землю, поняв, что только что съел смертельный яд. Он попытался использовать заклинание низкого уровня, чтобы нейтрализовать яд, но оно не сработало. На следующий день он прочитал о ядовитом растении, которое добавил врагу, и хоть и чувствовал себя слабым, заставил себя выполнить все свои ежедневные дела. Он не смог закончить, поэтому снова попытался использовать заклинание низкого уровня, но оно не помогло. Он не спал, а когда проснулся, то удивился, что яд больше не действует на него. Он пошел на склон горы, чтобы собрать что-нибудь на ужин, и заметил ядовитое растение, которое доставило ему столько проблем. Он был осторожен и не заметил ядовитую змею, которая подкралась к нему сзади и укусила, но он не потерял сознание. Он очнулся через несколько минут и удивился, что с ним все в порядке. Он принес змею домой и приготовил из нее ужин, так как яд на него не подействовал. На следующий день он специально позволил ядовитой змее укусить себя и заметил, что яд действует медленнее, чем в прошлый раз. Он понял, что у него вырабатывается иммунитет к яду. Он решил выработать иммунитет к яду, чтобы получить навык. С тех пор он перестал есть ядовитые растения и животных, из-за чего несколько раз падал в обморок. Хотя он не получил новый навык от ядовитой пищи, он все равно продолжал есть ее, потому что она была очень вкусной. Это натолкнуло его на мысль, что дракон тоже будет вкусным. Он воодушевился при мысли о вкусе дракона и увернулся от его атаки, прежде чем тот раздавил его.
Яд не подействовал на него раньше, потому что он не смог вовремя вывести его из организма, но теперь он уверен, что яд дракона на него не повлияет. Он выводит остатки яда из организма и оглядывается на мальчика, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Он рад, что вовремя применил заклинание детоксикации, чтобы защитить проклятого мальчика. Дракон нападает на Нура когтями, но Нур отражает его атаку, используя свой навык парирования. Дракон продолжает нападать на Нура, но Нур не отступает, отражая бесконечные атаки дракона. Проклятый мальчик ошеломлен, наблюдая, как Нур в одиночку противостоит такому ужасающему существу. Дракон пытается укусить Нура, но тот закрывает ему пасть своим мечом, что причиняет дракону боль. Это злит дракона, и он готовится нанести мощный ядовитый удар, который, как понимает Нур, является его козырем. Нур действует раньше, чем дракон успевает использовать свой козырь, и закрывает ему пасть мечом, прежде чем тот успевает нанести мощный удар. Дракон самоуничтожается, и Нур удивляется, почему жабы за городом такие большие и опасные. У него слюнки текут, когда он думает, насколько вкусной была бы жаба, если бы он приготовил из нее рагу. Внезапно он выходит из своих фантазий, вспомнив о проклятом мальчике позади себя. Он подходит к мальчику, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, но замечает, что тот очень бледен. Он решает, что нужно попросить Лин проверить его, когда они вернутся в карету. Нур спрашивает мальчика, один ли он путешествует, и тот отвечает, что вел дракона в город. Он говорит Нуру, что обещал доставить дракона в город, и Нуру удивляется, узнав, что жаба была ингредиентом, а не настоящим намерением мальчика. Теперь Нуру понимает, что мальчик вез мясо в город живым, чтобы оно не испортилось. Он понимает, что мальчик использовал заклинание невидимости, чтобы скрыть мясо от воров, и сожалеет, что испортил ценный товар, предназначенный для Тауруса. И извиняется перед мальчиком за то, что испортил его товар. Он обещает возместить ущерб, но просит мальчика дать ему немного времени, потому что сейчас он без денег. Мальчик удивляется реакции Нура и говорит, что ему не нужно ничего возмещать. Нуру настаивает на том, чтобы возместить мальчику ущерб, но мальчик говорит, что все в порядке. Нуру удивлен, что мальчик не злится на него, и рад, что ему не придется ничего возмещать. Он спрашивает, как мальчику удалось одному привести такую огромную жабу в город, ведь он не вел ее на веревке. Мальчик говорит Нуру, что смог сам привести дракона в город, потому что может управлять монстрами. Мальчик ждет, что Нуру отреагирует так же, как и все остальные, когда узнают, что он проклятый ребенок. Но Нуру впечатлен его навыками и не удивлен, что мальчик уже обладает таким могущественным даром в юном возрасте. Мальчик объясняет, что он родился с этим даром, и Нуру поражен, понимая, что проклятый мальчик был благословлен Богом. Мальчик нерешительно говорит Нуру, что он из народа демонов, и объясняет, что они рождаются с силой управлять монстрами. Он не расслышал, что сказал мальчик, и подумал, что тот из клана демонов, которые могут управлять монстрами. Он не сказал, как сильно хотел бы обладать таким же даром, потому что тогда он мог бы заставить животных делать то, что он хочет. Мальчик удивился, что Тритон не боится его и не ненавидит, как и других демонов, потому что их сила пугает людей. Он не стал подбадривать мальчика, сказав, что не стоит обращать внимание на мнение людей о его силе. Он заверил мальчика, что его сила – это полезный дар, несмотря на то, что говорят другие люди, и мальчик чуть не расплакался от мысли, что может быть кому-то полезен. Тритон сказал, что забрал бы у него этот дар, если бы мог, потому что это потрясающий навык. Мальчик вспомнил, как с ним обращались похитители, и не мог поверить, что он кому-то нужен. По его щекам потекли слезы. Тритон удивился, почему мальчик так плохо думает о себе, несмотря на то, что у него такой потрясающий дар. Он понял, что на восприятие мальчиком своего дара повлияли негативные обстоятельства. Он подошел к мальчику и успокоил его, сказав, что в отличие от него он может быть полезен обществу, потому что у него такой мощный дар. Внезапно прибежала Лин, крича и спрашивая, не ранен ли он. Тритон сказал, что с ним все в порядке, но она настояла, чтобы его осмотрели на предмет отравления ядом дракона. Тритон заверил ее, что с ним все в порядке, потому что кровотечение остановилось. Он сказал, что невосприимчив к яду, и Лин не могла поверить своим глазам, когда подошла ближе и увидела, что Тритон не пострадал. Она потеряла дар речи, потому что не может поверить, что существует яд, способный разрушить землю. Лин с трудом осознает это, но понимает, что Нур – это священный дух, который достиг такого уровня благодаря самоотверженной тренировке тела и разума. Священные духи настолько могущественны, что могут очистить все, к чему прикасаются, и мгновенно исцелить любую рану. Лин удивлена, что Нур достиг такого уровня в юном возрасте,
потому что обычно на это уходит 40 лет тренировок, чтобы стать священным духом. Нур вспоминает мальчика и говорит Лин, чтобы она позаботилась о нем, но мальчик уверяет его, что он цел и невредим. Лин внимательно смотрит на мальчика и подтверждает свои подозрения, что он из демонического народа. Нур впечатлен тем, что Лин смогла определить, что он из клана демонического народа. Лин спрашивает его, что он собирается делать, узнав, что мальчик из демонического народа, и Нур говорит ей, что хочет, чтобы мальчик поехал с ними. Энис протестует против его решения, и хотя Лин знает, что большинство стран не приветствуют демонический народ, она спрашивает Нура, уверен ли он в своем решении. Нур говорит ей, что это меньшее, что они могут сделать, раз уж они испортили доставку мальчикам ядовитой жабы в город. Лин удивлена, что мальчик вел дракона в город, понимая, что он может быть опасен. Нур спрашивает мальчика, кто поручил ему доставить жабу, и мальчик отвечает, что не знает, потому что его похититель не сообщил ему никаких подробностей. Энис просит мальчика сказать правду, чтобы ему было лучше, и мальчик говорит ей, что не знает, потому что они росли в изоляции. По его поведению Энис понимает, что мальчик раб. Она понимает, что его использовали как солдата, и это вызывает у нее сочувствие. Она спрашивает, откуда он, и он отвечает, что не знает, потому что ему завязали глаза по дороге в город и предлагает отвезти мальчика в ближайший город. Лин ругает себя за то, что судит о мальчике по чужим словам, а не по собственному опыту. Она разочарована, что не увидела в нем просто худого ребенка, которому некуда было идти. Ей стыдно за свою незрелость, когда она вспоминает слова отца, который говорил, что нужно доверять своим глазам, а не слухам. Мальчик представляется Ноар как Ролла, и Лин уговаривает Энис взять его с собой в ближайший город. Хотя Энис сочувствует мальчику, она говорит Лин, что не может позволить ему ехать с ними, потому что демоны в Митре под запретом. Она также говорит, что мальчик не выживет один, если они оставят его в случайном городе. Пока они думают, что делать с Ролла, внезапно появляется враг, привлекая их внимание. Враг удивляется, что Ролла еще жив. Враг-убийца шокирован, что Ролла жив и здоров. Он ругает Ролла за то, что тот испортил его задание, и Лин задается вопросом, не он ли послал Ролла с этим заданием. Убийца говорит Ноор, что он наемник, работающий на хозяина Ролла, и разочарован, что Ноор помешала их планам. Ноор извиняется перед убийцей, говоря, что не знала, что посылка была так важна для жителей Митры. Убийца говорит, что его извинения не принимаются, потому что ему все равно, что доставка не состоялась, ведь его дело — это Ролла. Он сообщает им, что ему было приказано вернуть Ролла его хозяину, и Нора понимает, что Ролла в опасности. Убийца говорит Норе, что Ролла очень ценен, и Нора понимает, что Ролла в опасности. Убийца двигается быстрее, чем они успевают заметить, и нападает на Ролла, но Нора вовремя отражает его атаку, используя свою технику Перри. Инесс и Лин успевают убежать от убийцы, а Нора удивляется, почему убийца напал на Ролла. Убийца предупреждает Нору, чтобы она не мешала ему, но Нора просит его объяснить, что он имел в виду. Убийца говорит Норе, что он окажет услугу своему клиенту, если убьет Ролла, потому что они бы сделали то же самое, если бы он вернул его живым. Он продолжает нападать на Нору, которая отражает его атаки с помощью своей техники Перри. Нора говорит убийце, что он не понимает его объяснений, и убийца отвечает, что ему это и не нужно. Он перепрыгивает через нору, чтобы напасть на Ролла, но Ролла в страхе отшатывается, но Нора приходит ему на помощь, отражая атаку убийцы и ломая его меч. Лим удивляется, что происходит между Норой и убийцей, потому что они двигаются слишком быстро, чтобы она могла уследить за ними. Инесс просит ее держаться рядом с ней, чтобы она была в безопасности. Убийца понимает, что Нур – странный тип с мечом, потому что его атаки бесполезны. Он снова пытается напасть на Ролла, но Нур мешает ему, спокойно блокируя его атаки. Убийца решает, что пора избавиться от надоедливого Нура, который мешает ему работать. Он со всей силы наносит удар, но Нур блокирует его атаку в последний момент, используя свою технику, но его отбрасывает назад силой удара убийцы. Нур не мог поверить, что убийца может атаковать таким маленьким клинком, и понял, что убийца сильнее, чем огромный бык, с которым он сражался в лабиринте. К разочарованию убийцы, его второй клинок разбивается после атаки, и он отбрасывает его в сторону. Убийца достает новый клинок и снова нападает на Нура. Нур отбивает его атаки, но едва успевает, потому что убийца двигается так быстро, что Нур может предугадывать его атаки только интуитивно. Он понимает, что если так будет продолжаться, то он выдохнется.
Убийца продолжает атаковать Нура с такой силой, что Анис вынуждена поставить барьер, чтобы защитить Лин. Она знает, что они превратятся в кашу, если приблизиться к месту сражения, потому что узнала в убийце мертвеца, бывшего авантюриста С-ранга. Она вспоминает, как прервала Королевский совет, чтобы сообщить о расследовании, хотя цель была объявлена мертвой. Король сказал ей, что расследование было проведено, потому что цель официально была мертва, и она удивилась, почему он так тщательно подбирал слова. Сик рассказал ей о мертвеце Заду, который в юном возрасте стал авантюристом С-ранга и вскоре стал целью для других авантюристов С-ранга. Баленес удивилась, что человек стал целью для других авантюристов С-ранга. Гилберт предложил Сигу помочь ему разобраться с этой целью, но Сик отговорил его, потому что знал, что с мертвецом шутки плохи. Маян поддержала Сига, и Гилберт задумался, почему инструкторы боялись мертвеца. Гилберт попытался заглянуть в профиль Заду в книге расследований, но Инесс закрыла ее. Маян сказала, что Гилберт только зря погибнет, потому что Заду слишком силен, чтобы с ним можно было справиться в одиночку. Ку повторила ее предупреждение, и Гилберту с Денис стало не по себе. Акан предложил рассказать им историю Заду, как он в детстве овладел древним искусством гномьей алхимии и в 13 лет получил титул убийцы драконов. К удивлению Гилберта, Оуэн рассказал, как Заду стал лучшим из всех авантюристов после того, как его история разлетелась по всем деревням. Инесс удивилась, почему Заду превратился из международного героя в угрозу для страны, и Сик сказал ей, что он не использовал свои способности во благо, указав на его злодеяние в записке о расследовании. Инесс посмотрела на записку и прочитала, как Заду уничтожил невинную семью, к удивлению Гилберта, который не понимал, почему Заду без причины уничтожил целую семью. Сейн сказал, что другие авантюристы разделились во мнениях насчет Заду, поэтому решение было отложено. Некоторые требовали лишить Заду титула авантюриста, другие считали, что он слишком много сделал для королевства, чтобы с ним так жестоко обращались, потому что он в одиночку победил монстра уровня катастрофы. Сик рассказывал, что Заду брался за любую работу без разбора, лишь бы она приносила деньги, потому что его не волновали ни мораль, ни этикет. Она вспоминает, как Сик рассказывал, как Заду уничтожил целую армию и королевскую семью. Она говорит Лин, что многие искатели приключений пытались убить Заду, но в итоге только увеличивали гору его трупов. Гильдия объявила, что Заду был убит, чтобы остановить бессмысленные потери, и Заду получил прозвище «Мертвец». К разочарованию Заду, его последний клинок ломается после непрерывной атаки на Нура. Нур извиняется за то, что сломал его кинжалы, но обвиняет Заду в том, что тот напал на них без причины. Заду отмахивается от извинений Нура, удивляясь, что его самые сильные клинки сломались. Нур так сожалеет об этом, что предлагает Заду возместить ущерб, что его удивляет. Меч Нура удивляет его еще больше, и он решает подстраховаться и использует свою технику Серебряного Креста, чтобы превратить свой меч в десятки мечей. Он говорит Норе, что его не волнует, если он уничтожит эти мечи, потому что он может сделать еще много. Он бросает меч в Ролла, и Эн бежит, чтобы отразить их, но не может справиться со всеми мечами одновременно. Поэтому он использует свое тело как живой щит для Ролла, отражая мечи, которые не может отразить. Энис понимает, что Нуру не справится без ее помощи, но она помнит, что Лин – ее главный приоритет. Она просит у Лин разрешения покинуть ее и присоединиться к битве. Ноор продолжает атаковать Заду бесконечным потоком мечей, и ему удается отразить некоторые из них, но он понимает, что не сможет защититься от тех, что летят в него. Энни вовремя встает между ними, чтобы защитить Ноора от мечей, пока они не ранили его еще сильнее. Ноор отбивает еще несколько мечей, но понимает, что не сможет справиться с новым потоком, поэтому прикрывает Ролла своим телом. Эннис создает непробиваемые барьеры, чтобы блокировать снаряды. Она мысленно клянется защищать Ноора, потому что это ее долг перед Лин. Ноар благодарит ее за спасение своей жизни. Энис превращает свои щиты в оружие для атаки на Заду, но тот легко уклоняется. Нора возмущается, говоря, что ситуация не изменится, если они продолжат сражаться. Она просит Ноора разобраться с Заду, пока она будет защищаться. Ноор смотрит на невыполнимую задачу перед ним. Он пытается придумать, как пробраться сквозь тысячи мечей, кружащих вокруг Заду, чтобы нанести смертельный удар. Он вспоминает, как убил птицу, которая двигалась быстрее Заду, и решает использовать клыки и когти ядовитого дракона в качестве снарядов. Он берет клыки и когти и говорит Энни опустить щит по его сигналу, но Энни не уверена, что он сможет победить Заду. Ноор уверяет ее, что справится, и усиливает свою руку, чтобы бросить снаряд. Энни опускает щит. Энни опускает щит, и Ноор запускает снаряды, уничтожая серебряные мечи Заду. Энни снова опускает щит, и Ноор запускает еще снаряды, уничтожая мечи. Он уверен, что сможет выбить оставшийся меч еще одним броском,
но Заду внезапно нападает на Ролла сзади, застав его врасплох. И тот не успевает отразить атаку, разрушая меч Заду и удивляясь, как он смог отразить атаку с их слепой стороны. Он также не понимает, как Нори удалось сломать его адамантитовый меч своим потрепанным широким клинком. Он решает, что проиграл, и отступает, потому что понимает, что битва проиграна. Он решает, что лучше не появляться в столице, хотя там будет большой праздник, потому что это не принесет ему никакой пользы. Нора спрашивает его о празднике, и он отвечает, что ничего не знает, кроме того, что это будет грандиозное событие. Забу поворачивается, чтобы уйти, не прощаясь с Норой и Ролла. Забу останавливается и поворачивается к Норе, чтобы сказать, что он странный. Он говорит, что встречал много странных людей, но Нора получает золотую медаль за самого странного. Забу говорит Ролла, что ему повезло, что он уходит, потому что он бы заработал целое состояние, если бы вернул его хозяину. Забу подбирает остатки своего меча и пытается снова напасть, но Нора блокирует его атаку, говоря, что он устал от его выходок. Забу телепортируется, потому что понимает, что ничего не может сделать с Ролло, пока рядом Нора. Нора вздыхает с облегчением. Лин раздумывает над тем, чтобы вернуться в столицу, потому что ей интересно, о каком празднике говорил Забу, и Нора предлагает ненадолго вернуться в столицу. Нора убеждена, что это отличная идея, потому что они еще не ушли далеко и все равно не смогут взять Ролла с собой в Митру. Энис пытается возразить, но Ролла перебивает ее, говоря Норе, что он не может пойти в столицу. Нора замечает, что Ролла напуган, но принимает это за простуду и удивляется, почему Ролла вдруг заболел после того, как предложил вернуться в столицу. Ролла говорит, что она ошибается и советует им не возвращаться в столицу, потому что туда направляется самый большой черный дракон смерти. Нора спрашивает, о чем говорит Ролла, и требует объяснений, но Ролла слишком напуган, чтобы объяснить. Лин приказывает Энис немедленно вернуться в столицу, пока все не вышло из-под контроля, и Нора соглашается с ней. Энис отказывается выполнять приказ, потому что лорд Рейн дал ей четкие указания бежать в Митру вместе с Лин. К удивлению Энис, Лин уже знает об этом приказе, потому что знает, как думает ее брат. Энис говорит, что лучше всего вернуться в столицу и предупредить всех об опасности. Энис возражает, но Лин напоминает ей, как демоны потеряли свой дом, и говорит, что их ждет та же участь, если они покинут столицу. Энис соглашается вернуться в столицу при условии, что Лин не отойдет от нее ни на шаг, и Лин довольна ее решением, а Нора предлагает разделиться. Потому что Ролла не хочет возвращаться в столицу, но Ролла решает пойти с ними, потому что он может поговорить с демонами, которые ведут дракона в столицу. Ролла и его приспешники не вызывают у Нора сочувствия. Лин понимает, что Нору нет дела до Ролла, и это заставляет ее ценить его доброту, но Нору жаль, что он упустил шанс попробовать ядовитую жабу. Они разворачивают карету и направляются в столицу, и Лин убеждает себя, что с ними все будет в порядке, потому что с ними Ноор, который победил черного дракона смерти и легендарного Заду. Он говорит Лин, что суверенная шестерка успешно отбила вражескую атаку, но Лин уверена, что будет еще одна волна. Рыцарь сообщает ему, что секретный корпус пока не обнаружил никаких признаков врага, но Лин уверена, что враг нападет, потому что сейчас самое подходящее время, когда их силы рассредоточены. Он уверен, что враг собирается нанести мощный удар, но не знает, откуда он будет атаковать. Инстинкты подсказывают ему, что это будет воздушная атака, но рыцарь говорит, что летающих тварей не видно. Роун прищуривается, глядя на небо, и замечает фигуру, прячущуюся за огромным облаком. Он использует свой навык раскрытия и разрушает барьер, открывая огромного дракона, парящего над столицей. Рыцарь спрашивает, необычный ли это черный дракон смерти, но Роун говорит, что это не так, потому что это более опасный дракон, называемый драконом бедствий. Когда Ноар был маленьким, отец читал ему на ночь сказку о герое по имени Убийца драконов, который сражался со злыми драконами, чтобы прославиться. Его отец рассказывал, что чешуя, клыки, когти и кости дракона использовались для изготовления материалов и лекарств для жителей той страны. Но он не был так очарован храбростью героя, чтобы стремиться стать таким же. Отец говорил ему, что это звание нелегко заслужить, потому что драконы, которые живут очень долго, очень опасны.
Отец рассказывал, что несколько лет назад драконы чуть не уничтожили их континент и дразнил его, говоря, что он не сможет с ними справиться, потому что они могут превратить такого маленького мальчика, как он, в фарш. Нора отвлекается от своих воспоминаний, когда чувствует, что снаружи что-то не так. Лин выглядывает из окна кареты, пытаясь разглядеть что-нибудь необычное, но ничего не видит, и это удивляет Нору. Нора указывает на дракона, парящего над полями, и глаза Лин расширяются, когда она видит дракона бедствий. Жители столицы беспомощно смотрят на дракона, который нависает над ними, и молятся, потому что знают, что им недолго осталось жить на этой земле. Огромный дракон закрывает собой всю столицу, погружая ее во тьму. Рейн не может поверить, что Империя выпустила такое чудовище, позволив ему свободно разгуливать по столице. Далкин говорит ему, что дракон все еще должен находиться в спячке, потому что он спал всего 150 лет, и Рейн удивлен, что Империя разбудила дракона, чтобы разрешить свой спор. Дракон хлопает крыльями, создавая разрушительную волну, которая проносится по столице. Рейн приказывает Далкину полностью эвакуировать всех, кто укрылся в столице, и эвакуация начинается немедленно. Маян и ее отряд стоят на стенах столицы, наблюдая за процессом эвакуации. Она чувствует, что пути эвакуации перекрыты с помощью магии, и это не дает шестерым правителям объединиться против дракона бедствия. Другим членам шестерки правителей трудно очистить назначенные маршруты от вражеских сил, потому что они слишком заняты. Гилберт докладывает королю Клею, советуя ему укрыться, пока дракон не добрался до замка, потому что их силы не смогут противостоять ему. Король приказывает Далкину сосредоточить силы воинов на эвакуации горожан и их безопасном выводе из столицы. Король Клей говорит Гилберту, что он пока не может покинуть замок, потому что у него есть незаконченные дела. Энис останавливает карету и смотрит в бинокль, чтобы получше разглядеть дракона. Она уверена, что столицу эвакуируют, потому что знает, что у них нет шансов против такого воплощения катастрофы. Лин подавлена, когда Анис сообщает ей эту новость, потому что знает, что ее отец использует себя как щит, чтобы защитить свой народ. Лин молится, чтобы ее отец перестал изображать крутого парня и покинул замок, потому что он не равня дракону. Нора впечатлена размерами дракона, потому что видит его впервые. Лин удивлена этим, понимая, что Нора не считает черного дракона смерти настоящим драконом. Нора спрашивает, остались ли ее мать и король Клей в столице, и Лин отвечает, что уверена, что они остались, чтобы убедиться, что остальные в безопасности. Она чувствует себя беспомощной, потому что знает, что они не успеют помочь. Но Нора говорит, что сможет, если побежит. Лин сомневается, что Нору удастся добраться до столицы, потому что они слишком далеко, но Энн напоминает ей о стратегии, которую они использовали против гоблинов, чтобы защититься от ветра. Он считает, что это сработает. Лин не хочет соглашаться, потому что что-нибудь может пострадать, но Энн уверяет ее, что меч примет на себя основной удар. Он говорит, что не может упустить возможность помочь ее отцу и жителям столицы, потому что он многим им обязан. Но уверен, что сможет помочь ее отцу сбежать, и Лин тут же берет себя в руки, ругая себя за то, что поддалась отчаянию. Лин разочарована в себе, потому что потеряла веру в своего наставника, ведь она знает, что он всегда может изменить ситуацию даже в самых тяжелых обстоятельствах. Тем временем король Клейс готовится к встрече с драконом за пределами замка, вспоминая, как Дерида угрожал уничтожить их грубой силой. Несмотря на угрозы, король Клейс отказался передать ему права на подземелье. Дерида был в ярости, потому что столица не использовала подземелье в полную силу. Он заверил короля Клейса, что империя превратит подземелье в военное оружие, способное захватить мир. Король Клейс сказал ему, что они не используют подземелье, потому что не хотят использовать силу, которая им не подвластна, пытаясь заставить его одуматься. Дерида был разочарован в короле Клейсе, понимая, что у него не хватит смелости сделать то, что от него требовалось, как от короля. Дракон приземляется в центре столицы, и король Клейс понимает, что Дериде все равно, сколько разрушений он причинит, лишь бы получить доступ в столицу. Король Клейс недооценил решимость Дериды, потому что не ожидал такого враждебного ответа. Он винит себя в том, что переговоры провалились, потому что они не смогли прийти к компромиссу. Он поднимается на башню замка, чтобы сразиться с драконом, но вспоминает Лин, которая была там с ним. Он удивляется, что все, о чем он может думать, это безопасность Лин. Он ругает себя за то, что беспокоится только о дочери, когда столица на грани разрушения. Он достает меч, готовый выйти на поле боя, потому что там он чувствует себя увереннее, чем на троне. Ему жаль горожан, которые подчинялись ему как королю, и хотя он знает, что это не искупит его грехи, он клянется забрать с собой один из драконьих глаз. Айс создает магический щит, а Нур стоит у входа с мечом за спиной, чтобы уменьшить урон. Лин произносит заклинание, усиливающее ее воздушный удар,
и предупреждает Нура, что вложила в него все свои силы. Нур переосмысливает свои решения, просит Лин подождать, потому что у него есть сомнения. Но она произносит заклинание, которое запускает удар как пушечное ядро, и желает ему удачи. Дракон нависает над королем Клеем на башне замка и готовится выпустить дыхание старшего дракона, которое уничтожило континент много веков назад. Король Клей понимает, что дракон не дает ему возможности ответить, но он стоит на своем, сохраняя гордость и достоинство короля. Он достает меч, магическое оружие, которое направляет ману владельца на один мощный удар. Король Клей бросает вызов дракону, чтобы тот атаковал, и направляет свою ману для последнего удара. Жители 6 королевств по всей столице трезвы как стеклышко, потому что понимают, что король Клей готов пожертвовать своей жизнью ради блага граждан. Дракон вот-вот нападет, поэтому король Клей достает свой меч, но не выходит из-за укрытия, чтобы отразить атаку дракона и спасти короля. Все в восторге от того, как Энн отражает дыхание дракона, летящее в столицу. Дракон на мгновение теряет сознание и падает на землю. Он приходит в себя и восстанавливает равновесие, удивляясь, почему он весь в облаке пыли. Он оглядывается и видит Тритона, который стоит посреди облака пыли, и понимает, что этот маленький человечек виноват в его нынешнем затруднительном положении. Дракон злится, что такая ничтожная пылинка стоит у него на пути, и решает раздавить ее. Он рассеивает облако пыли и поворачивается к Тритону, чтобы раздавить его, но тот отражает атаку, отправляя дракона обратно на землю. Энн рад, что успешно отразил атаку дракона, потому что вся его жизнь промелькнула перед глазами, когда дракон напал. Когда Лин использовала заклинание, чтобы отбросить Энн вперед, сила удара чуть не лишила его сознания, но он вовремя пришел в себя и, используя свои физические способности, побежал. Он перепрыгнул через стены замка и увидел, что дракон вот-вот уничтожит короля и всю столицу своим дыханием. Энн понял, что столкнется с драконом, потому что не смог вовремя остановиться, поэтому он достал меч, чтобы отразить атаку дракона, используя свои навыки Перри. Он рад, что выбрался оттуда целым и невредимым, и использует заклинание с низким каблуком, чтобы залечить свои синяки. Он поклялся никогда больше не делать ничего подобного с Лин, потому что едва выжил. Он смотрит на то, как дыхание дракона разрушило облако, и удивляется, как легко его удалось отразить. Хотя оно выглядит как пылинка по сравнению с драконом, он не боится, потому что уверен в своих силах. Дракон восстанавливает равновесие, но готовится сразиться с ним. Лин и Денис мчатся через столицу к замку так быстро, как только могут. Энис удивлена, сколько разрушений произошло в столице, пока они пытаются помочь королю сбежать из столицы, оно сражается со старшим драконом. Ролло указывает на обломки, и им удается увернуться, но их сбивает еще одна волна обломков. Энис успевает поднять щит перед ударом, чтобы защитить Лин, и Лин благодарит Энис за то, что она ее защитила. Энис говорит ей держаться поближе, потому что к ним приближаются императоры-гоблины. Лин удивлена, увидев императоров-гоблинов посреди столицы, и хотя они меньше тех, с которыми она сражалась в лесу с Нуром, она понимает, что они монстры своего класса. Лин думает, как их победить, и вспоминает Нура. Она говорит Энис, что им не о чем беспокоиться, потому что они сражаются с простыми гоблинами. Энис уверена, что они справятся с гоблинами, потому что они ничто по сравнению со старшим драконом. Гоблины бросаются на них, и Лин атакует их своей ледяной магией, но гоблины даже не замерзают, а просто отмахиваются от ее слабой магии. Они так быстро добираются до щита, что Лин удивляется, ведь она не думала, что у гоблинов есть дальние родственники, которые умеют так быстро передвигаться. Гоблины собираются атаковать щит, но Ролла останавливает их, используя свою способность говорить с монстрами, хотя он и не в восторге от того, что приходится ее использовать. Энни и Лин удивляются, что гоблины не двигаются, но Лин пользуется моментом и полностью их замораживает, а Энис добивает их своим божественным мечом. Энис впечатлена демонами, потому что не может поверить, что Ролло уже такой сильный в таком юном возрасте. Она говорит Энис, чтобы та поспешила к отцу, пока не стало слишком поздно. Дракон нападает на Нура когтями, пытаясь понять, что это за существо и как оно отражает его атаки. Нур снова отражает атаку, и дракон в замешательстве, потому что его чешуя и когти повреждаются, хотя они и нерушимы. А Нур удивлен, что на его мече нет ни царапины, хотя он размахивает им, нанося удары по прочным материалам. Дракон взлетает и готовится выдохнуть пламя, и все молятся, потому что уверены, что Нуру конец. Дракон выдыхает пламя на Нура. Уверенный, что его атака точно убьет Нура, Нур отражает ее, используя свой навык Перри, к удивлению дракона и всех остальных, кто наблюдает за их битвой. Дракон разочарованно рычит, и Ролла переводит, что дракон зол и расстроен, потому что хоть он и нападает, Нур не воспринимает их битву всерьез. Король Клейс понимает, что дракон обиделся,
потому что считал себя самым сильным существом на Земле, но теперь он не воспринимает его как обычную утреннюю тренировку. Дракон понимает, что он слабее и отчаянно нападает, пытаясь победить, но Нур небрежно отражает его атаку. Он выбивает один из его клыков. Дракон падает перед Нуром, признавая его превосходство, и все в восторге от этого. Нур замечает клык дракона и вспоминает историю об убийце драконов. Он вспоминает, как убивал драконов и использовал их кровь для создания материалов, которые помогли его народу, и благодаря этому получил свое легендарное имя. Дракон смотрит на Нура, который крепче сжимает меч, чтобы нанести последний удар, и принимает свою судьбу, но Нур вонзает меч в землю. Он садится рядом с драконом, решив не убивать его, и признается, что он не создан для того, чтобы быть легендарным героем. Лин понимает, что дракон больше не настроен враждебно, и они решают подойти к Гнару, раз уж это безопасно. Они зовут его, подбегая к нему поближе к дракону. Король Клейс стоит на башне, наблюдая за происходящим внизу и пытаясь понять, что произошло. Нур поднимается на ноги и машет друзьям, когда они подходят к нему. Лин и Денис подбегают к Нуру, беспокоясь, что он ранен, но Нур уверяет их, что с ним все в порядке. Нур предполагает, что Ролла успокоил дракона, поговорив с ним, и благодарит его за спасение. Ролла говорит Нуру, что не имеет никакого отношения к поведению дракона, и Нуру это озадачивает. Он не понимает, почему дракон вдруг перестал быть агрессивным. Нуру все еще думает, что Ролла как-то повлиял на это, но Ролла отрицает, говоря, что ничего не говорил дракону. Нуру вспоминает, что Ролла рассказывал ему, что люди боятся его из-за его способностей, и решает не поднимать этот вопрос, чтобы другие не узнали. Он просит Ролла об одолжении отправить дракона домой, но Анис настаивает, что дракона нужно убить, потому что он опасен. Нуру не понимает ее точку зрения, зная, что он должен убить дракона, чтобы тот не причинил вреда в будущем, но говорит, что хочет избежать этого, и просит их отнестись с пониманием к его эгоистичной просьбе. После минутного колебания Лин соглашается. Она спрашивает Ролла, сможет ли он это сделать, но Ролла не уверен, что сможет контролировать дракона из-за его размеров. Он говорит, что это возможно только если он вежливо попросит дракона, и тот решит уйти. Нуру уверяет Ролла, что ни Анис, ни Лин его не боятся, и это придает ему смелости встретиться с драконом. Он подходит к нему, и дракон говорит, что будет делать все, что прикажет его хозяин. Ролла передает эту информацию Нуру, который удивлен, что дракон считает Ролла своим хозяином. Энис и Лин тоже удивлены, что дракон признал Ролла своим хозяином. Ролла просит совета, и Нуру советует ему сказать дракону, чтобы тот тихо вернулся домой. Он также говорит, что дракон больше никогда не должен причинять вред людям. Ролла отдает дракону соответствующие указания, и тот тут же поднимается на ноги. Ролла сообщает Норе, что дракон согласился выполнить их просьбу, и Нора впечатлена тем, что Ролла смог заставить дракона подчиниться. Дракон расправляет крылья и взлетает, издавая устрашающий рев, означающий, что он улетает. Он покидает столицу, и Нора подходит к Ролла, радуясь, что дракон улетел. Но тут, к его удивлению, в небе появляется бобовый стручок и, ударив дракона, сбивает его с ног. Дерида смотрит в бинокль на жалкое зрелище поверженного дракона. Он впечатлен тем, что может управлять таким огромным драконом, несмотря на то, что ему больше 1000 лет. Он смотрит в бинокль на столицу и разочаровывается, потому что надеется, что после нападения дракона от нее останутся одни руины. Он отбрасывает разочарование в сторону и приказывает своему командиру начать фронтальную атаку на столицу. Командир выбегает на выступ и собирает солдат империи с тяжелой военной артиллерией. Дерида удовлетворенно улыбается, восхищаясь силой своей армии. Он вспоминает, как его советник уверял его, что армия захватит столицу. Советник также рассказал ему о укротителе, который разбудил дракона бедствий и готов был выполнить их приказ. Хотя Дерида не согласился с ценой за армию, он понял, что затраты того стоили, когда его советник все объяснил. Советник сказал ему, что их войска войдут в столицу после того, как дракон разрушит ее, используя магические щиты и мечи. А элитные войска будут в магических доспехах и будут управлять магическими пушками. Его советник сказал, что у них будет 3 устройства для генерации маны и 4 мощных лучевых оружия, чтобы усилить военную мощь. Дерида был впечатлен их силами и был уверен, что они без проблем захватят столицу. Рэндиус, капитан армии, внезапно подошел и поклонился Дериде, прося аудиенции.
Derrida спросил, зачем ему это, и Рендиус сказал, что война не принесет их стране пользы в долгосрочной перспективе, потому что они тратят слишком много ресурсов. Derrida прервал его, не дав закончить предложение, потому что Рендиус раздражал его своими нравоучениями. Рендиус умолял Derriду пересмотреть свое решение, но Derrida встал с трона и заставил капитана поцеловать свои сапоги, ударив его ногой по лицу. Он сказал своим войскам, что никто не сможет угрожать их существованию, пока они стоят на вершине магической технологии. Он был полон решимости показать миру их истинную силу, чтобы они могли получить заслуженное уважение. Derrida гордо стоит со своей армией, уверенный, что они смогут захватить столицу. Он знает, что в будущем люди будут рассказывать истории о столице и о том, как они по глупости выступили против великой силы, а его армия будет считаться освободившей столицу от идиотизма. Он уверен, что сможет переписать историю, чтобы рассказать свою, потому что историю пишут победители. Тем временем Ролло ведет Нура к месту, где упал дракон, и Нур сочувствует бедному зверю, гадая, жив ли он еще. Ролло не уверен, поэтому говорит Нуру, что нужно подойти ближе, чтобы убедиться, дышит ли дракон. Лин кричит Нуру, указывая на силы магической империи, которые собрались впереди них. Derrida приказывает своим войскам наступать, но один из его капитанов указывает на Ноор и остальных на холме впереди. Derrida смотрит на них и узнает Лин, принцессу. Он удивляется, что она делает на поле боя, и его капитан объясняет, что рядом с ней Анис, божественный меч, и Derrida впечатлен, видя перед собой живую легенду. Он думает, что столица все еще стоит, а не превратилась в груду дымящихся развалин, благодаря Анису. Derrida полон решимости покончить с ее легендой, потому что хочет, чтобы наступила новая эра, в которой будут править мудрые, а не сильные. Он приказывает своей армии выстрелить в них из Монтерея, потому что уверен, что луч расплавит щит Аниса. Капитан передает приказ, а король восхищается зрелищем войны. Луч набирает мощность, и Эмис и Лин пугаются, когда видят, что он направлен на них. Капитан сообщает Derridасу, что луч заряжен, и отдает приказ стрелять. Солдаты стреляют лучом, а на лице Derriды появляется зловещая улыбка, означающая конец легенды Аниса. Лин интересуется лучом, но Анис просит ее отойти, чтобы она не пострадала. Лин подбегает к Ролло, хватает его за руку и убегает в безопасное место. Луч приближается к Инесс, которая беспомощно стоит, потому что слишком напугана, чтобы двигаться, и не приходит ей на помощь, когда он встает, чтобы отразить луч. К удивлению Derriды, который не понимает, что произошло. Его капитан говорит, что они промахнулись, потому что у них были проблемы с конденсацией моны. Derrida приказывает своим солдатам подготовить еще один луч, пока Инесс не сбежала. Он не чувствует облегчения от того, что успел вовремя вмешаться и спасти Энни, и думает о составе вражеской армии. Он смотрит на армию Derriды, боясь, что они пойдут на столицу. Он не понимает, зачем они собрались, и Энни говорит ему, что они планируют пойти на столицу, чтобы захватить ее. Нора удивлена, а Лин расстроена, потому что знает, что армия столицы не сможет противостоять армии империи. Анис предлагает отступить в безопасное место, потому что они ничего не могут сделать против армии вторжения. Лин соглашается с Анисом, говоря, что они должны вернуться в столицу и присоединиться к Рейну. Она спрашивает Нора, что он собирается делать, но он отвечает, что ответ очевиден. Лин предполагает, что Нора останется, чтобы прикрыть их отступление, и это впечатляет ее. Нора понимает, что она неправильно его поняла, и пытается сказать, что он тоже собирается бежать, но Анис прерывает его, предупреждая об атаке врага. Нора готовится отразить атаку, но Анис поднимает свой божественный щит, чтобы защитить их от лучей. Капитан просит Derriду укрыться в тылу армии ради его безопасности, но Derrida говорит ему, что он должен выполнить свою работу в его отсутствие. Инесс держит щит поднятым, чтобы защитить их, и Нора понимает, что он должен что-то сделать, иначе они останутся на месте. Он решает, что должен привлечь внимание врага, чтобы дать остальным время сбежать в столицу. Лин не нравится идея Норы, но Нора уверена, что он справится, потому что он умеет убегать от сражений. Он вспоминает, как ему приходилось убегать от пчел, когда он охотился за медом. Он уверяет Лин, что ничего не сделает безрассудного, потому что вернется целым и невредимым. Лин понимает, что Нур принял решение и предлагает свою помощь. Нур разрешает ей, и она подходит к нему, готовясь произнести заклинание. Нур не знает, какое заклинание она использует, но говорит ему, чтобы он приготовился. Нур понимает, что она использует магию ветра, чтобы направить его к врагу, и пытается возразить, но Лин уверяет его, что с ним все будет в порядке, потому что она будет контролировать силу заклинания. Нур говорит Лин, что не хочет умирать, и протестует против ее решения направить его к врагу. Ролло вдруг замечает, что готовится еще один луч, и их сердца замирают.
Лин говорит Нуру, что они оставляют все на него, и произносит заклинание ветра. Нур использует свое заклинание усиления физических способностей как раз вовремя, чтобы магия подхватила его и не дала ему упасть. Он пробирается сквозь щит Н и отражает маленькие снаряды, летящие в него. Он продолжает отражать снаряды, приближаясь к линии фронта врага. Пехота обнажает мечи, чтобы дать отпор Нуру, но он обезоруживает их всех своим умением Перри. Он бежит сквозь ряды, обезоруживая солдат и решительно направляясь к лучам маны. Дерида наблюдает со стороны, не понимая, что происходит с его армией, когда солдаты теряют мечи и щиты. Внезапно перед ним появляется Нур, приземляясь с такой силой, что чуть не сносит Дериде лицо. Нур бежит сквозь армию Империи, а их мечи и щиты возвращаются с обеда в небе. Они погибают от его меча, пока Нур уничтожает оставшихся в тылу солдат. Он использует свою силу, чтобы пробиться сквозь всю армию, за считанные секунды уничтожая их и разрушая лучи Моны, как будто это кусочки пазла. Он возвращается к Дериде с последним рывком и останавливается. Дерида со страхом смотрит на Нура, вспоминая, как тот стоял рядом с поверженным драконом. Он пытается понять, как Нур преодолел такое расстояние, ведь несколько секунд назад он был далеко. Нур тяжело дышит после битвы, поэтому ему нужно время, чтобы отдышаться, прежде чем он снова посмотрит на Дериду с такой решимостью, что тот начинает отчаиваться. Он уверен, что Нур пришел за ним, потому что больше ни на кого не смотрит. Он задается вопросом, не принял ли Нур его за императора, когда тот молился, чтобы не ошибиться и не подойти к нему. Дерида вспоминает, что у него есть доспехи Кайзера и меч из Арачалома. Он вынимает руки из ножен, готовый сразиться с Нуром, но руки и ноги предают его, дрожа от страха перед Нуром. Дерида отчаянно пытается дать отпор, но Нур проходит мимо. Дерида насмехается над Нуром, что тот струсил, но оглядывается и видит, что его пушки в воздухе. Он отскакивает в сторону, чтобы его не раздавило, когда разрушенные пушки падают на землю. Дерида унижен, пытаясь понять, что происходит. Он не может поверить, что его хорошо вооруженная армия из более чем 10 человек превратилась в кучку плакс, которые хотят вернуться к своим матерям. Он не может понять, как его пушки и лучи Моны, которые могли выдержать дыхание дракона, превратились в груду металлолома. Он не может понять, почему Дерида играет с ним вместо того, чтобы прикончить его. Он вонзает меч в землю перед Деридой и сразу же вспоминает, что уже видел этот меч раньше. Он вспоминает, как видел черный меч короля Клея перед тем, как покинуть замок, после того, как пригрозил захватить столицу, чтобы попасть в подземелье. Меч был самой ценной реликвией, которую Дерида хотел заполучить больше всего на свете. Удивляясь, почему этот меч оказался у крестьянина, он вспоминает, что меч слишком тяжелый для человека, потому что сделан из неизвестного металла. Даже королю Клею приходилось держать меч двумя руками, несмотря на его силу. Дерида не может поверить, что есть кто-то, кто превосходит короля Клея по силе. Он понимает, что Нор-1 уничтожил его армию, и он остался жив только потому, что Нор хотел, чтобы он испытал унижение, прежде чем испустить последний вздох. Дерида не может поверить, что он стал жертвой того, что сам планировал сделать с королем Клеем. Он кричит от отчаяния, моля о спасении. Он поднимается на ноги, садится на лошадь и убегает, поджав хвост, потому что образ Нора с мечом преследует его.